Так, всем привет-привет. Наталья Морская пехота, я сказал, стартуем! Я смотрю, тут аудитория и без меня начала разогреваться. Аж как-то непривычно. Но от этого, наоборот, хорошо, потому что аудитория у меня такая общительная сегодня. Я за промокодами. Промокоды будут 23 числа на финале, поэтому просто присаживайте поудобнее, приятного тебе аппетита. Ну, я не думаю, что ты сейчас спишь. Конечно, 12 часов, но мало ли. Итак, я сейчас хочу, кстати, создать интересный опрос. Так, опрос. Какая синергия будет чаще всего? Инсектоиды, древние рыцари, драконы, маги и тому подобное. Волшебники, эльфы. ШД плюс Марси. Ну и все, да, получается. А больше нельзя. Ой-ой-ой. Ну ладно, давайте так. Пусть будет такой опрос. Голосуйте, ребят. Что будет за топ-1 сборка? Так, сейчас я тут смотрю тоже, на всякий случай посмотрю. Секундочку. Я посмотрю, там что-то мне писали, не писали, потому что у меня звук на Discord выключился. Это специально сделано, если что. Это все продумано, это как бы тут в голове. Так, я понял, надо яркость побольше сделать. А сможете принять к себе FitFlash к себе? В плане ты имеешь в виду принять к себе? Ты имеешь в виду в эту комнату, которая сейчас есть, которую создали разрабы? Если в эту комнату, то, к сожалению, нет, не могу. Это только по их разрешению. Но я думаю, она там будет где-то, не знаю, в открытом доступе, хотя хрен его знает. Кстати, хотите я похвастаюсь вам мышкой? Ну, наверное, на вебку не будет видно. Ну ладно, давайте попробуем. Короче, кто знает фирму Gravastar? Смотрите, какая мышка. Я, наверное, лучше фотку вам пришлю. Короче, вот такая вот мышка. Прикольная мышка получилась. Топ-1 играешь, что ли? Привет, когда игры с подписчиками? Ну, на следующий стрим свой. Я хочу на выходных его запустить, ну, там где-то. Тогда и будут. А как тут комментировать будешь эти иероглифы? Тяжко будет разобраться в плане. Иероглифы я никак не буду комментировать. Я их не знаю. Поэтому я просто буду комментировать игры и буду смотреть, кто к чему. Буду говорить там, вот этот, ведет, лидирует и тому подобное. Топ-1 играет, что ли? Не знаю. Может играет топ-1, а может не играет топ-1. Я черт его знает. Что там по чату? По чату ничего, в личном ничего. Так, привет всем, включил стрим. Комментирую. Турик. Турик-дурик. Шаманов нет во вопросе. Ну, блин, я не могу больше сделать опросник. Ну, давайте пока так, что ли. Или может пересоздать. Ну, блин, ну только 4 варианта всего лишь можно. А у меня чат пропал, кстати. Куда чат делся? А верните чат, пожалуйста. Будьте добры. Спасибо. У меня только что чат на компе пропал. Думаю, такой, куда чатик делся? А куда чатик делся? Ну хорошо, хоть стрим не выключился. Хоть что-то меня радует. Так, переключаться мне никуда не надо. Пока вроде никуда.
Так, что там по чатику? Китайцы любят на шаманах играть. На рыцарях китайцы почти не играют. Богов тоже любят они. Угу. Ну давайте пересоздам, просто, да давайте, пока есть время. Пересоздам. Так, создать опрос. Топ сильные. Ну давайте так, инсеки, шаманы, драконы, там, маги и тому подобное. И четвертая сборка. Вот давайте, чатик, помогайте мне. Какая четвертая сборка сейчас будет? А сам не хотел на этот турик залететь? Но у меня не было возможности залететь на этот турик, понимаете, ребят? Если бы у меня была возможность залететь на этот турик, тогда да. А так не было. Я зарядную станцию только недавно взял в рассрочку, поэтому только сейчас у меня... И то, эта зарядная станция, она не так уж и много тянет. То есть она тянет, если я буду играть, вот сколько вот сейчас. Она у меня сейчас, получается, на 70% заряжена, эта зарядная станция. Сколько она будет тянуть у меня? Вот если в таком режиме, как сейчас, чисто стримить, играть, она у меня будет тянуть всего лишь 2 часа 30 минут, когда на 70% заряжена. У меня просто комп мощный, из-за этого он очень много кушает. Давайте все-таки четвертая сборка, это волшебники эльфы. Да, у меня сейчас света нет. Я на зарядной станции сижу. Через час должны включить, но у меня по 7 часов отключают свет. То есть один раз на 70 часов выключили, второй раз на 7 часов выключили. Ну, короче, жестко у меня здесь со светом. И типа сейчас у меня станция стоит на 1 киловатт, но у меня света нет с 6 часов утра. При этом я на ноутбуке работал. Сейчас у меня комп кушает 250 ватт. Вот просто так вот, это еще игра не началась, а комп уже кушает 250 ватт. Как бы вкусно. Сейчас, кстати, сделаем, чтобы частота кадров была нормальная. Кстати, разработчикам намекаю, что частота кадров выравнивается, если нажать вот так вот и поставить вертикальную синхронизацию. Если не сделать так перед тем, как вы зайдете в игру, то частота кадра будет плохая. Надеюсь, они меня услышат. Одна игра будет? Две. Мне на две хватает. Типа вот, смотри. Сейчас. Не знаю, покажется или нет. Короче. Не знаю, 2 часа 13 минут у меня есть. Чатик у меня сейчас на ноутбуке, поэтому я так, знаете, так вот, оп, оп. Чисто разминка шеи, ребята, давайте разминаем голову. Крутим, вертим ее. Ох, чуть не отломалась. Так вот, по поводу турика. Я бы сам хотел с удовольствием бы залететь, но эту станцию купил всего лишь неделю назад. Купил ее в рассрочку, ну тот же кредит, грубо говоря. Поэтому надо его выплатить сначала. И 1 киловатта, к сожалению, маловато для игр, для всего остального. То есть, чтобы поиграть на 1 киловатт, ну мне хватает, ну 3 часа плюс. Это если, допустим, вот как сейчас нагрузка 200-250 ватт. А если же больше нагрузка, то есть, допустим, условный сталкер зайти, в танки зайти, то там нагрузка 300 и плюс ватт, то там уже, ну, 3 часа примерно можно будет поиграть. Вот. Поэтому у меня просто мощный комп. Если бы комп не был настолько мощным, тогда он бы меньше кушал, естественно. Но тут у меня кушает, получается, прос, видяха. При этом у меня монитор большой, ну, микрофоны, все остальное. То есть у меня все же подключено. И получается, весь этот комп запитан от этой зарядной станции. И вот вся зарядная станция с интернетом, то есть онушка, роутер, комп, монитор, колонки, клавиатура. Ну, мышка, ладно, не мышка не считаем, мышка пока никак не кушает, но все же. Вот это вот все, оно кушает чуть-чуть, чуть-чуть, и выходит вот чуть-чуть.
Чтобы чисто поработать, скажем так, вот именно для работы использовать, вот, то 5 плюс часов держит хорошо. Вот второй комп у меня меньше кушает, потому что он чуть слабее будет. А вообще, в полуфинале сколько игр они играют? Там где-то кидали список. Ща. По поводу полуфинала. По-моему, 2 игры будут. Ща, погодите, тут вот. 2 игры. Там уже, кстати... Так, группа А, группа Б будет играть сегодня. Но я не знаю, смогу ли я столько простримить. Наверное, по 2 игры получаю. Сейчас я где-то найду этот список. Да, сейчас будет игра 2 раза. Ну, короче, сейчас разберемся. Короче, по ходу дела разберемся, потому что я сам не понимаю пока что. Что к чему, куда, почем. Спасибо за подписку, Алмаз. Спасибо большое. Если 8 не зайдет, залетаю вместо него. Поехали! Сейчас я намекну им, что пора мне залетать. О, один человек не пришел, там сейчас будет меняться, получается. Предлагают занять другому человеку сейчас место. Сейчас, ребяточки. Так, ну все получается. Полное лобби. Пора стартовать, как по мне. Не за что, сенсей. Спасибо, спасибо. Все равно. Не, есть за что, есть за что. Меня люди поддерживают. Так что всегда должна быть благодарность. Кстати, дневной стрим. И так много народу. Обалдеть. Так, ну все, поехали, стартуем, смотрим. Мне показалось, это я начал играть. Еще на рахунок промокодов. 23 числа будут промокоды, ребят. 23 числа. Опа, я вижу сразу скиллуху. Смотрите. Убийца Гоблин раз. Убийца Гоблин 2. Где третий? Ask Art. Эх. Александр, а ты не участвуешь в туриках? У меня не получилось. Я вот, ну, блин, я 10 минут назад это только что рассказывал, почему у меня не получилось поучаствовать в турике. Ну, короче, не получилось. Не получилось у меня поучаствовать в турике. Вот, все, кратко. Если захочешь, типа, ну, вот узнать, почему не получилось, то на минут 10 назад пролистни. И там я рассказывал, что к чему. Так, я, короче, буду смотреть по предметам так и тому подобное. И буду смотреть фаворитов. И сразу скилловичков буду определять. Так, а тут у человечка есть предмет, но он не берет пока предметы, ждет. Кстати, по поводу промокодов. Кто вдруг не читал мой телеграм-канал, который я говорю 10 тысяч раз, подпишитесь на мой телеграм-канал, то я там в телеграм-канале говорил, что будут пончики. Пончики, ребята, будут. Будут раздавать пончики. В этот раз промокоды будут не бомжатские. В этот раз промокоды будут вкусные. Вообще по легендаркам здесь обалденно сыграть на гоблинах-мехах. На магах-драконах вообще идеально сыграть. А потом перестроиться в 6 богов. То есть 6 богов сделать, 5 драконов. И чисто через лютый прокаст катать. Так, ребятки, если кого-то хотите посмотреть Таргина, то говорите. Я буду выборочно смотреть. Не, ну это дефолт. Тинкер в 2 звезды. Предметы, конечно, у него, ну...
А, не, все, я рот завалил, ребята, все, я рот завалил. Я нашел скилловичка, все, забейте. Я нашел топ скилловика в этой игре. Баф людей на 4-м раунде. Как это выглядит сочно. Еще и, кстати, на лустрик может встать. Еще и баф гоблинов мехов собирает потихоньку. 5-й уровень. Кто-то взял, не взял? Не, никто не взял. Я слепой уже. Мне показалось, что у вражеского этого 5 фигур. Не, ну это сейчас жестко. Он сейчас столько денег сэкономит на поднятии уровня. То есть вы представьте себе на мгновение, что да, он там потеряет немного хп, все такое. Но он сейчас будет сидеть в полной экономике. Будет себя чувствовать прелестно, потому что за вот эти вот 7 раундов он получит 14 опыта чисто с бафа людей. И 7 опыта еще сверху просто за раунды. Он себе 6-й возьмет, нечего делать. Так, Ас Арк будет играть, судя по всему, через убийц, да? Да. Если он сейчас уровень дальше не будет брать, он будет играть через убийц, через жезл Киры. Сделать себе вот этих вот 3 персонажей в 3 звезды и будет кайфовать от жизни. Но мне нравится Тинкер на первом месте. Красавчик. Ой, еще и ману плюс 50 получил. Ну это почти идеальные предметы. Да, люди сейчас дают опыт даже за лузы. Всегда. То есть баф 3 людей дает каждый раз по 2 опыта. Кстати, в Вики нет инфы по классам и расам. Это есть все. Вот смотри, открываешь иллюстрации. Вот у тебя Акс, да. Вот у тебя синергия. Пещерник, воин. Тут все есть. Вот тебе синергия, вот тебе зверь, воин. Вот тебе синергия, вот тебе ведьмак, нежить. Тут вот даже можешь отсортировать по синергиям, если что. Вот, вот. И находить как тебе угодно всех персонажей, читать их. Так что алмаз все есть. Чуть внимательнее. Так, ну пока что говорить о том, кто займет здесь топ. А, кстати, а почему он панду не ставит? Вышел бы из инкама, поставил бы себе панду, не парился бы. Интересно, почему он так решил сделать. Так, где мой Тинкер? Где мой Тинкер? Мне этот Тинкер понравился, вот он. Ра-та-та-та-та-та. Так, а где я баф людей хочу посмотреть? Не, у него хорошие предметы. Ему бы просто предмет один поменять на ману, и было бы вообще шикардос. Может быть, в мобильной версии иначе? Да нет, просто открываешь вики игры, открываешь любого героя, и там все написано. О, вот теперь поставил пандочку. Ну, просто он как-то, не знаю, может он панду раньше не получил? Черт его знает, окей. Так, 2 человека будут драться за лустрик. Мне на самом деле нравится, когда два человека начинают драться за лустрик. Я тоже такой любитель подраться за лустрик. Да, он будет играть на убийцах. Еще яйцо у него есть, но яйцо почему-то не покупает. Да, у него хорошие предметы. Я более чем уверен, что ему сейчас жезл Киры упадет, и он будет играть на лустрике. Кстати, игра не громкая, все в порядке по звуку, все такое. Здорово всем, а какой призовой фонд? Сергей! Мажоры в чате! Привет-привет, мажор! А почему у тебя... У тебя же был раньше ник Сергей, почему у тебя сейчас никнейм стал? Или это я уже... Не, подожди, это может я уже поплыл? У тебя раньше был Сергей тут ник? Или был все-таки Юкилала? Ох ты, ничего сегодня там стол, на секундочку. Но он хочет, я так понимаю, на охотниках играть. То есть то, что он сейчас делает, это он хочет играть на охотниках. Но я думаю, будет Аскарт на убийцах сидеть хорошо. У него прям хорошо пошло. Думаю, всегда этот был ник. Ну, блин, это значит, я привык называть тебя Сергеем, поэтому... Ладно, проехали. Оу! Кто понял, что только что произошло? Тинкер успел закастовать ракеты перед смертью, и поэтому... Ничья.
Блин, ему бы рок войны найти под этого орка-охотника. Кстати, Санта какой-то, а не орк-охотник. О, уже уже 4 человека за лустрик дерутся. А, кстати, помните, я говорил за человека? Смотрите, у него уже 6-й уровень. И это жестко. У него уже 6-й уровень. И при этом он еще и сидит в деньгах. Сильно. Блин, ну это на самом деле такой кринж. Вот эта вот ситуация, которую они сейчас делают, создают огромную, скажем так, конкуренцию не для себя. Они создают для вот этих первых 3 мест. То есть эти вот первые 3 места, особенно вот человек с Тинкером 2 звезды, он получает сейчас больше всех лавров, потому что за каждую победу он получает сердечко. Блин, Ask Arct, все, он копит денежки, он ждет жезл Киры. Но я на самом деле не понял, зачем он вообще в целом уровень брал. В эльфах пойдет, который на людях. Сейчас смотрим. ДК уже, кстати. ДК на 5-м уровне, понятно. На людях. Ну, кстати, да, у него есть Марси. У него есть ШД 2 штуки. Ну, тоже скилл, кстати. Может спокойно пойти. Если ему пойдет сумка Пандамена, то он спокойно пойдет. Сейчас посмотрим. Я хочу посмотреть, что у него тут по реликвии. Все. Все, ребятки. У него жезл Киры. Сейчас он активирует жезл Киры и погнал ролить. Дядя, успокойся, нажми. Нажал, все, нажал жезл Киры. Жезл Киры активирован. Поехал ролить, все. Это будут убийцы 3-звездочные. Так. Спиннер. Тут охотник. А что у него? У него тоже жезл Киры. Ну вот это, конечно, не очень приятно, то, что у него жезл Киры упал. Если бы ему упала сумка, было бы намного лучше. Но он, я так понимаю, хочет играть через Муэрту. Ну, черт его знает. Кстати, человек нашел себе сумку. На секундочку. Ой, сумку. Аптечку. Почему панды нету? А там есть панда. Вот. На 7-м... Он уже на 7-м уровне! Вот тут, кстати, либо будет маг-дракон. Ну, мне так кажется. Либо же будет... Не знаю. Эльф. Ну вот на эльфов больше всего шансов, потому что у него есть лон-друид, у него есть друиды, у него есть 2 ШД. Но единственное, что ему аптечка упала, это плохо. И ему вот эту аптечку лучше реализовывать как бы в уровень. То есть драконов там поставить, драконов, магов. Итак, посмотрим омега-реликвию кабанчиков. 3 монетки. Хорошо, у него кабанчики там вылупились. У тебя. Тоже неплохо. Пока грустно по усилению у него. Но у него предметы очень хорошие. Прям то, что доктор прописал. 3 аптечки. Да. За охотника немного обидно. Вот этот вот, у них, короче, здесь будет баталия у 2 охотников. Вот охотник играет, и вот охотник играет. Тут плюс охотника в том, что у него есть сумка Пандамена, и он будет собирать себе 2-звездочные фигуры в 3 звезды. То есть у него будет орк-охотник, у него будет Тракса, у него будет снайпер. Вот эти вот 3 фигуры будут у него в 3 звезды. В идеале бы ему Муэрту, конечно, еще найти. И было бы вообще пушечка. Я бы на его месте, конечно, бы заблокировал синергию воинов. Чтобы просто было больше шансов на то, чтобы найти все. Но тоже, насколько это целесообразно собрать себе сейчас охотников против убийц, когда ты видишь их? Хотя, вроде нормально так он убийц распетлял. Но это до того момента, пока убийца не поднялся. Сейчас убийца с колен на пузо подымется, и нормально будет. Ой, наоборот, с пуза на колено. А зоопарк ще грається, чи тільки на лоу-гірі? На лоу-тире. Зоопарк играется, но только если... как тебе сказать? Если хорошо пойдет. Если хорошо пойдет, то да. Но тоже, если тебе будет все очень туго идти от предметов и заканчивая с самими героями, то будет очень туго играть на зоопарке.
Блин, ну они такую себе нездоровую конкуренцию делают. Но ему, кстати, туго идет по охотникам, судя по всему. Ему с жезлом Кира как-то намного лучше идут охотники. Либо мне так кажется. Хотя не, у него охотники будут получше сейчас. Просто они сделали себе конкуренцию, и в идеале вот этому чуваку убирать вот этих охотников на скамейку, чтобы их ролить. Можешь легендарки показать? Вот. Вот легендарки. О. Вот реликвии, кому интересно. Так, ребят, тоже пишите, если интересно кого-то посмотреть, тыкайте, посмотрим. Ну, как я и сказал, сейчас Ask Ark найдет себе вот эти 3 фигуры в 3 звезды и дальше пойдет в уровень. Кстати, Энчу покупают. Ребят, Энчу покупают. То, о чем я всегда в каждой игре говорю. Покупайте Энчу, если есть возможность. Он покупает, видите? Он денежки экономит. Точнее, хочет их налутать по максимуму. Что у него за предмет упадет? Ну-ка, давай. Давай масочку. Масочку второго тира еще. Либо еще одни молнии, чтобы было вкусно. Так, одна палка упала. Шуня тут. Хрень полнейшая упала. Ну, он взял корону. Ну, в принципе, да, можно. Оп, инча еще. Анчу купил, красавчик. А где друид? А друидов-то нет? Зато Сларка в 3 звезды собрал. Это хорошо. Кстати, марафа, походу, будет собирать или что? А это официально подтверждено, что если на скамейке, то шанс выпасть больше. Это не то, что официально подтверждено, это просто я говорю на опыте своем. Обузил бы Х 2 звезды. Вот, кстати, вот этот момент я прошляпил. Я думаю, что не обузил. Вряд ли обузил. Я побузил, он вряд ли обузил. У него просто скоро будет... Что у него там? А, винстрик у него еще не скоро. Охотнику грустный. Я думаю, охотнику очень больно. У него туго идут охотники. Из-за того, что у него есть конкурентные охотники, ему туго охотники идут. Но у него охотники посерьезнее, чем у него. Так, мы забыли за человека. Где человек? Вот человек. На последнем месте уже 8 уровень имеет. Кстати. Обузил. Он не апал его сразу. Во, все. Зевс. Зевс. С посохом 3-го тира. Все, обузил. Топ не один пишет обузил. И... Блин, как правильно твой ник прочитать? Вячеслав. Тоже пишет, что обузил. Значит, обузил. Но тут уже Зевсу молодого горячего. С посохом 3-го тира и с посохом 1-го тира. На 8 уровне. Шанс 1%. Сильно. Опа, опа, опа. Кто это такой? Кто это тут такой растет у нас? Кто это такой у нас миленький растет? Привет, привет. Кто это у нас такой миленький здесь милашечки растет? Кабанчика, ну сочувствую за кабанчиков. Кунка уже есть. А ну-ка, да кто ты, кто ты? А, тут все-таки будет играть через Марси. Но как-то он нелогично это сделал. У него получается... Я думаю, ему аптечка упала чисто с рандом сундука. Я этот момент не заметил как-то. А можно посмотреть как-то? Какой у него никнейм? Так, в конце вот такой вот иероглиф. Вот, получается. Получается, никак не посмотреть, да? А, не, или... Короче, непонятно чуть-чуть. Интересно.
Уже Траксав 3 звезды. Ну, кстати, Муэрта ему идет хорошо. 25% шанс, Муэрта ему идет ну, вообще отлично, я бы сказал бы. Привет, а к тебе в шахтный клуб в игре можно вступить? Конечно, можно, кидай заявку. Рустем, привет. Так, ребята, еще раз говорю, если кого-то хотите посмотреть, то говорите, потому что я смотрю от себя. Опа, раз, два, три, четыре. Армия Кос наступает, ребята, держите свои трусики. Ой-ой-ой. О, палочку Гарри Поттера открыл. Вот это силен. Итак, кто кого? О, посмотрите, кто рисуется. Я говорил, что нарисуется какой-то человечек. Нездоровый. В комментариях, под каждым моим роликом, в комментариях есть айдишник клуба. Поэтому, ребят, открывайте ролик, и там айдишник. Кто-то фармит кабанчиков, а кто-то коз. А он коз, точнее. Можно название шахматового клуба до чат, плиз? Цирелик новый, замість кабанів козы. Ух ты! Вы видели? Раз, два, три. Чисто скилл. Ой, какая у нее... Я думаю, у нее так немножечко припекает 5-я точка от того, что ему не идут охотники как надо. У него только один охотник в 3 звезды. У него скоро закончится сумка. Я более чем уверен, что он прям в расстроенных чувствах сидит о том, что ему очень туго идут охотники. О, вкусно. Давай. О, 3-звездочный охотник. Хорошо. Пока он тут собирает охотников 3 звезды, челы находят уже легендарные фигуры себе, на секунду. Ну это скилл. Ай-яй-яй. На такой... Вы видите это? Просто чел на каком скилле находит легендарные себе фигуры. Да, в 0 монет сидит. Ну как он это сделал? Ему бы мать насекомое сверху, и все. Это было бы жестко. Нормально, да? О, ну хорошее решение. Только убери алхимика. Убери алхимика, поставь. Нет! Убери! Поставь его. Его поставь. У него поставь. Куда яйцо продал? Что ты творишь? Дядя инсектоид. О, красавчик! Он меня услышал. Вы видите? Получается, он понимает то, о чем я ему говорю. Классический инсек с 2-звездочным троллем-берсерком. Как это сексуально. Так он сролил все первым на самом высоком уровне. Конечно, получит. Так он еще и на инсека играет. И смотри, что творит. Минус 17. Ладно. Раз инсек, 2 инсек. С Зевсом. А это получается не тот человек, о котором я говорил, что он на бафе людей сидел. Он еще и с сердцем мать насекомым. Понял. А что у нас тут? 3 охотника в 3 охотника в 2... Да ёп! 3 охотника в 3 звезды. Хорош. Шо Аска у нас? Ага. Хочет поставить себе 9 убийц, получается, да? Так, маг-дракон. Рики поставил не совсем так, как надо. Но маг-дракон там серьезно, на самом деле. Сейчас посмотрим его. Только не скажи... Пожалуйста, только не импресс к инсеку. Только не импресс к инсеку, пожалуйста. Только не импресс к инсеку. Импресска зверю. Хорошо. Что у зверя за предметы? Он похож... Но тут нету нефритового генерала у него. Поэтому он может себе, в принципе, импресску закирить, если найдет предметы. Но у него очень странные предметы. Я аж как-то даже удивлен, что у него за предметы. Уже претендент на победу на инсеках.
Ну, есть такое, есть такое. Маг дракона, ну, ушел мага дракона. Но тут ему Зевс 2 звезды, и будет хорошо. Еще двойных мобов. Кстати, если он заюзает двойных мобов, он не сможет вытащить этих мобов. Я хочу посмотреть, кто кого. Охотник или убийца. Я ставлю на убийцу. Ему бы, конечно, 9 убийц поставить. Но он решил морский... Опа, опа, смотрим. Давайте. Убийцы забрал. Хорошо. Хорош. Просто. А, фу, это не тот охотник. Я забыл, что их двое. Внимательность. А какой ранг для клуба нужен? Ну, у меня на вроде стоит ладья 1. Пец кто-то зверем играет. На самом деле он на зверях может и вытащить эту игру, только ему нужна импресска и хорошие предметы. Но у него не предметов. Где он? Вот это он. Да, у него импресска всего лишь в 1 звезду, и у него предметы не очень. То есть ему нужен как минимум урок войны первого тира, а он его сролил. Красавчик. Играет на зверях, ролит... Ну ладно, окей. Кто я такой, чтобы, скажем так, судить об этом, да? А что там по инсекам? Так, 1 инсек должен уже в скором времени вылететь. О. А что ты не ешь? А, ну подожди, 1, 2, 3. А, ну да. Не надо кушать ему. Я хочу посмотреть, как он вылетит. Он должен вылететь. Ой, плохие ему инсеки выпали. Осуждаю инсектоидов, поэтому инсект должен вылететь по-любому. Да. Я просто, понимаете, я когда смотрю, как инсектоид вылетает, у меня аж, ну, у меня прям аж, ух, силушка становится какая. Так, ну, это уже неприятно. А что там по второму инсеку? А второй инсек у нас, не знаю, как это читается. Кто знает, пишите в чат. Ему не хватает мать насекомого сейчас. Походу он поставил химика чисто для бафа чернокнижников, как по мне. А что дает шапка Т2 плюс здоровье? Шапка это дает плюс 1 к цене продажи. То есть, если ты играешь на условных тех же самых шаманах, шаман у тебя стоит 4 монетки, то когда он будет перевоплощаться, он будет отталкиваться не от 4 монеток, а от 5 монеток, из-за того, что у тебя есть шапка. То есть, она увеличивает цену продажи самой фигуры, но это не показывается. Ну, просто ты должен в голове понимать, что плюс 1. О, мать... Что может быть лучшего под инсека? Ребята, что может быть лучшего? Вот что может быть лучшего? Просто, ну... Пожалуйста, найдите двойные клыки. Ой-ё, двойных клыков нет, а тут? О, ну сейчас... Охотник, по сути, может его фармануть. По сути, охотник может его фармануть. Не факт, конечно, но фармануть может. Кстати, ну, магу... А маг не умер, кстати. Триэл в конце. Нет, не умер. Но у нее хорошие предметы, кстати. Что бы я ни говорил, предмет у нее хороший. Наперед поставил, если что, свои фигуры. Поставил себе 4 бога сверху. Наперед он чуть-чуть поставил, чтобы ему убийцы в спину не запрыгали и не уничтожили его. Ну, сейчас хороший у него стол, вопросов не имею. 11 он здесь, конечно, вряд ли возьмет. Но тут есть инсек, очень опасный. Вот этот вот инсек. Он может их всех разорвать. Куда? Куда, мать насекомое, ты дел? Мать моя в кисло-сладком. Так, ну все, помянем зверя. Ребята, кто-то там пирожки с картошкой кушает? Пока. Рад был повидаться, зверь. Ну ладно, 6 хп осталось еще. Я и не понял, зачем он рольнул мать насекомая. Вообще этого не понял. Кто-то шарит, почему он рольнул мать насекомая? Мы, блин, такую битву пропустили. Простите, ребятки. Пока я был в шоке от этого инсека, там была битва охотника и убийцы. Ну, может, сейчас дубль 2 будет.
А ну, что-то боя. Кто кого? Ask Art. А, его кто-то вынес другой. Его вынес 9 эльфов. И Керри Марси. Берсетка, может, не будет еще одного искать. Вот и сролил. Ну, не знаю, насколько это оправдано, конечно. Получается. Ask Арта. О, кстати, если что, то охотник выиграл убийцу. Я что-то думал, что убийца выиграет охотника, но наоборот получилось. Хорошо. Итак. Кто-то сомневался, что будет инсек? Уже инсек в топ-3. Какой у него там ник? Вот такой вот такая вот. Короче, вот. Осталось 10 фигур. Правильно же, да? Осталось 10 фигур, он ДС Спинза вынес. Ага. А кто его вынес? Я хочу посмотреть, охотник справится с инсеком или нет. По идее, должен справиться. У охотника очень хорошие предметы. Он еще хочет поставить горн. Конечно, поставил себе 3 нежити, что минус, потому что минус 20% от охотников это как-то, ну, слишком много. Так, а вот, кстати, эльф. Ой-ой. Давай, 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 давай. Наказывай этого эльфа. Наказывай, наказывай, наказывай. Выкидывай из игры его. Фу, все, минус мета. Минус мета, но остался инсек. Кстати, инсек побеждает. Инсек в топ-3 зайдет. Каковы шансы, что инсек в топ-3 не зайдет? Есть вопросик. Есть вопросик у меня один. У вас есть вопросик? У меня есть вопросик. А у мага хорошие предметы, кстати. Кираса. Щит 5-го тира. Неплохо. Так, а ну-ка, заберешь ты этого инсека или нет? У меня огромные, скажем так, подозрения, что инсек заберет топ-1. Давай, стан! Еще стан! Маг не вывезет инсеков. Да, маг не вывезет 100%, но инсек уже огромный. Просто насколько... Вот вы понимаете, на какой вот абсурд? Просто насколько хорошо инсеку повезло, что ему пришло 2 берсерка. И он его собрал просто в 2 звезды. И просто благодаря вот этому троллю он дошел как бы в топ-3 уже. Не, ну просто даже так мать насекомое можно было бы оставить. Мать насекомое можно было бы оставить под того же самого Дума, чтобы давать там минус от хил и всякое такое. То есть, ну, не знаю, как по мне, мать насекомое скипать это ошибка. Мне, кстати, свет дали. Сейчас у меня турбина за спиной заработает немножко, потому что будет, скажите, я вам скажу, заряжаться. Инсека мог убийцы вынести, панды лисом или темпларкой. Ну, у него пока ни того, ни того. Вот у него, как были 3 фигуры в 3 звезды, все, это и осталось. Он больше не апгрейдился. Ну, то есть он не растет сейчас. У него Трики еще в 2 звезды появился, и Гритер. То есть у него стол очень слабый на такой стадии игры. У него как бы есть ХП. У него есть еще огромная вероятность, то, что он сможет рыжего лиса себе собрать. Легендарных убийц здесь нет. Короче, есть мелкая вероятность, ну как мелкая. Сейчас инсек приходит, уничтожает быстренько мага. Маг отлетает, и он заходит в топ-3. Чисто из-за того, что у него много хп.
Ну, у него очень ужасный стол. То есть у него со старта был хороший стол, а теперь у него ужасный стол. А у инсека в это время... Ну... Ну, инсек есть инсек. Вот сейчас, давай, а ну, покажи мне мага. Все, он пришел магу. До свидания, щит 5-го тира сработал, убил котла. Давай, давай. Давай. Души, души. А как так-то? А как? Не работают мои ставки. То ты шо? Ну, по поводу ведьмаков, я думаю, что отчасти, да, может быть и стоит все-таки ведьмаков сделать, потому что слишком много брони есть. Что у охотника есть кираса, а тут щит 5-го тира, наоборот. Извиняюсь. Воу. Ой-ой. Ему бы один предмет поменять бы на минус броню поставить, хоть какой-то, было бы хорошо. Маг от охотника откис. Или... Да, от охотника откис, прикиньте. Привет, защитник. Судя по динамике игры, как считаешь, при среднем везении у тебя были бы шансы? А почему защитник, кстати? При среднем везении? Думаю, да. Да у любого бы игрока были бы шансы при среднем везении. Вот я же говорю, сейчас убийца должен найти себе хотя бы рыжего лиса в 2 звезды. У него очень туго все. То есть он сейчас как бы вроде выносит, он поставил себе горн. 4 морских ставит, кстати, против мага. То есть маг еще бодается, маг еще красавчик. У мага нету лича, у мага не... Ой, у мага не хватает лича и не хватает Зевса в 2 звезды. Ой-ой, по-моему, это конечное. Или нет? Живет, живет, живет. Давай, маг, я в тебя верю. Последние трусы на тебя поставил, верю в тебя, давай. Души их. Маг, давай. Никогда в тебе не сомневался, души их. Хорош. Я болею за мага всем сердцем. А, не, ну я знаю, что Александр защитник. Просто может у меня гвард еще. Ну, гвард с английского, да, это защитник, охранник там и тому подобное. Короче, я верю в мага, болею за мага, ребят. Он единственный в этой игре святой, пожалуйста. Давайте все вместе сейчас за него болеть. Верим в мага. Маг должен. Пожалуйста, приди лич ему в 2 звезды. В 2 звезды нужен лич, в 2 звезды нужен Зевс. Он просто потом меняет вместо Лины, ставит лича в 2 звезды, ставит Зевса в 2 звезды и просто начинает всем рвать 5-ю точку. Покажи мага, пожалуйста. Я год не играю в эту, не играл в эту игру. Я охреневаю, как маг инсека завалил. Но у него... Он, короче, только что его снес, но возвраткой убил себя. Нет, маг, нет, живи! Живи! Маг, пожалуйста! Это был единственный святой игрок в этой игре. Ай-яй-яй. Ты кусок коричневого намета. Помета, точнее. Тьфу. Так, пока чатик прочитаю. Гвард захисник страж.
Маг выживет, если 11 апнет. Он бы выжил, если бы к нему пришли немного другие маги. То есть ему нужен Лич в 2 звезды был, ему нужен Зевс был в 2 звезды. Было бы хорошо. Я за Ханта тип на яйца граю. Мне кажется, инсект займет топ-1 почему-то. Зачем он близко всех поставил? Ну, Рустем там ответил, в принципе, уже. Из-за убийц. Ну, было обидно, обидно за мага. Но мне прям очень было обидно за мага. Ой-ой-ой, сколько у убийцы предметов. Не, убийца, если соберется сейчас как надо, ему просто нужны нормальные предметы. Зачем они все медальоны взяли? Чисто для мах-резиста? О, скипнул. Маску взял, хорошо. Минус броня есть, что тут возьмешь? Ну, тут клинок тени вроде бы неплохо смотрится. Ну и колечко неплохо смотрится на 120 блок урона. Как раз против охотника более-менее норм. Охотник, кстати, хорош. Сейчас мы охотника посмотрим. Ну, короче, предметы... Ой-ой-ой-ой, Аганим. В Муэрту закинул. Пойдет, в принципе, окей. Не знаю, как по мне, ему надо сейчас всех кучно ставить. Просто в один угол всех закинуть. Просто нужно в один угол сейчас всех закинуть. Это как по мне. Чтобы его тупо инсект станами не забодал и контролем. Хотя у него двойные клыки, может сейчас... Вот и все, и конечная пришла. У убийцы все шансы. У убийцы сейчас есть все шансы занять топ-1. Просто разорви этого мусорного инсека. Ангелир, думаешь, затащит инсеков? Я думаю, да, затащит. Там главное предметы. Да он, в принципе, и с Ларком нормально тащит. Правда, у него маска 5-го тира, у него были бусы. Не знаю, почему он бусы не рольнул. Чисто с Ларком тащит. Моя ставка идет. Ой-ой. Ну, я просто одного не понимаю, почему... Ну, ладно. Если бы инсект, ну, немножечко так... Я не хочу просто его обижать. Ну, просто ему надо было оставить мать насекомое. Он оставил бы мать насекомое, у него были бы другие варианты действия со своим столом. Он мог бы поставить 2 думов. Он мог много чего сделать. Ух ты, ёп, крит в лицо прилетел. И башер на все лицо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Сларк, нет. Жить, 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 уже еще наследие есть. Жить, Сларк, Сларк, надо жить. Сларк против алхимика хорошо заходит. Ну, 50 на 50, если честно. На самом деле, инсект мог бы еще жестче сыграть в этой игре. Как я уже сказал, мать насекомое не надо было выкидывать. Но он зачем-то его выкинул. Ну, выкинул и выкинул, хрен с ним. Просто тогда, ну пусть заменит себе тролля берсерка на кого-то другого потом. Хотя у него 7000 урона, я бы даже не заменял бы его. Просто мог бы жестче сделать. А, кстати, а не хочешь поменять скорпионов местами? Вася, скорпионов поменяй! Поменяй! Поменяй местами! Ну! Дядя, поменяй местами! Жаль этого добряка. Это минер у инсека? Да, вот это 2 минера. А то тролль берсерк у него был. Кстати, а сейчас в этот раз, по-моему, убийца его снес. Да, убийца его сейчас в этот раз снес. Давай, души его. Души этого инсека. Но инсект не доигрывает. Почему он должен менять их? Смотри, когда он схавает вот этого скорпиона, то он будет отталкиваться от цены продажи этого скорпиона. И получается, у него будет дешевле инсект появляться, нежели так. Понимаешь? Ему надо хавать, ну, не такую фигуру, ему надо бы хавать однозвездочного скорпиона.
Настільки крута збірка, що сам себе вбиває. Четыре горна поставил. Хорош. 6 убийств, 4 горна. Души его, души убийцы. Давай, убийцы, я в тебя верю. Нет. Нет. Блин, я думаю, он на Сларке не вытянет. Ему надо 9 убийц, наверное, обратно ставить. Ему как будто лучше Кир убирать и тролля керри делать. У него тогда алхимик не будет жирный, не будет много урона с руки. Он в алхимика полностью всю ставку поставил, понимаешь? А он 4 горна делает. Не знаю, насколько 4 горна оправдано, но знаю то, что Сларк это может не затащить. Но сейчас у него двойные мобы, сейчас посмотрим, что будет от этого. Из-за того, что тут двойные мобы у него, он может очень много получить с них. Но не в пользу копии, но в пользу хп для алхимика поставил, так как нет смысла копии уже, они отлетают за тычку, мне кажется, так профитнее. Ну, не совсем, там же может появиться бруда, трехзвездочная, бруда плюнет в Сларка, у Сларка будет 80% миссов, и Сларк ничего не сделает, все. Кстати, классную комбинацию сделал, у него сейчас очень много минус брони дает, то есть минус 10 и минус 12, это минус 22 брони дает, но у алхимика тоже кираса есть. Сейчас посмотрим. Ой, безоруж, хорошая тема. Убирай вот эти вот бусы, убирай. Убирай эти бусы, ставь безоруж. И надо предмет, как по мне, поискать 5-го тира. А ну-ка, сейчас посмотрим, что тут алхим делает. Алхим ничего не ищет. Алхимик уже чувствует, что он прям безнаказанный. Но у него 40 монет у этого алхимика. Что по реликвии? Сумку пандамена бери и кайфуй. Если она есть. Перчатка. Хорошо, только это плохо, потому что у него... Что? У него полностью все на отхил. Куда эту перчатку девать? В Мартретку. Тоже хорошо, кстати. А безоруж в Хана закинул. Ну, как по мне, можно было бы в Мартретку закинуть с такими раскладами. Ну ладно, перчатка, конечно, ему такая подливо-сочная упала. Ой, хорошо, убийцы первыми тычками покритовали. У Мартретки 1 000 000 урона. Хорошо. Давай, души инсека. Да ну ёпи, ну, уничтожай его, аннигилируй, давай, Сларк, давай, я в тебя верю, как никогда в жизни в тебя не верил. Давай. Хорош. Тигр. Убийцам МКБ нужно, это брудам. Зря он алхимику урон отдевает. А нормально он надевает ему урон. Ой-ой-ой. Кстати, я за... Нет! Нет, пожалуйста, нет! Не делай алхимика в 3 звезды. Не делай, не надо тебе алхимик в 3 звезды. Не надо, дядя. Ёперный театр. Минус 12 брони. Вечная КД. Миллиард скорости атаки. Еще импресску поставил сверху. О, хочу верить в убийцу. Я не знаю, почему он тролля в 2 звезды оставляет. И он может спокойно поставить себе сейчас синергию этих цвет и будет кайфовать. Кстати, есть прикол такой. Цвета бесполезные немножко под алхим, ну, под Киру, потому что когда... Как работает синергия цвета? Сначала появляются... Ну все, тут ГГ, забей. Все, это помянем. Все.
Инсект топ-1 занял. Короче, расскажу по поводу цветы. Почему это хреново немного, когда у тебя синергия Киры. Как вы могли заметить, только что было очень мало дубликатов от синергии цвет. Как вы могли это заметить? Почему так произошло? Потому что сначала срабатывает синергия Киры и хавает всех дубликатов. И из-за этого не появляется синергия цветы. Вот так вот. Кстати, ребят, 45 человек на стриме. Ну-ка, лайк прожали. Комментирую от бога прям. Давайте, лайк жмите. Не стесняйтесь. Поэтому синергия цвет ему отчасти бесполезна. Вот на самом деле я же говорю, что он затупил тем, что ему надо было поставить... Ну, оставить мать насекомое. Он бы тогда мог еще поставить себе другие сильные фигуры. Но это ему не надо. У него вот обоссанный алхимик, который просто всю делает ему игру. Просто. Вот. И он даже не потеет, понимаете? Он собрал просто одного говняного алхимика. Чел на убийце там просто из кожи вон лезет для того, чтобы просто забрать себе, ну вот, как-нибудь его. Это еще он в нетучке стоит алхимик. Это просто пиндец. Все, вот, скилл, 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 скилл. Не знаю, если бы он собрал себе рыжего лиса, были немножко другие бы предметы, он бы спокойно на рыжем лисе мог бы сносить, как по мне. Но это была хорошая игра. Очень хорошая игра. Инсеку минус уважение. Минус максимальное уважение. Просто все, что тебе надо. Гребаный инсек. Одна штука. Просто один алхимик Кира. Все, больше ничего. Тебе мозгов даже не надо. По поводу цвет, вы поняли, почему плохо под синергию Киры делать? Надеюсь, что поняли. Так, ребятки, сейчас секундочку. Сейчас. Come with me if you want to live. To leap into the abyss will give us Wait the for my signal ability and to play it by soar ear. in the sky. This war song needs more hell screams. The song sings, there changes seasons. Have you tried turning it off and You can't get blood from a stone.
One punch, that's all it takes. Killing spree. Dominating. The forest is always like this, giving everything to One its bullet, people. 3 targets, no problem. Так, я дико извиняюсь. Сейчас, секундочку. Немножко пролюбил момент. Мне только дали свет. Я поэтому быстренько побежал чайник, поставил все такое, повключал. Даже чаты не успел открыть. Поэтому дичайше извиняюсь перед вами, ребят. Спасибо за лайки, ребят, спасибо огромное. Давайте добьем 50 лайков на сегодняшнем стриме, как думаете? Нас много? I rock. Let's In the name of the moon, I will punish you! Сейчас посмотрю чатики быстро. Да. Тут ничего не писали, на ютубчике тоже ничего не писали. Все, давайте погружаться дальше. На твиче там что-то написали, сейчас прочитаю. Тебе хоть скинчики дадут за комментарии? Да мне там такую небольшую плюшку дадут. Там немного. Но тоже приятно. Лучше, чем ничего. Так, что у нас тут по скиллу? Так, еще один охотник. По-моему, DS Spins в предыдущей игре играл тоже на охотниках. Вам не кажется? О, тут может хороший инсект быть. Вообще хороший инсект может быть. Есть импресска, есть инвокер. О, повторение мать учения. Жезл Киры, сумку пандамена. Здорово, здорово. Зашел, лайк прожал. Так, я не понял, у нас что, лобби охотников сегодня или как? Раз, два, 3, 4, ну тут на полшишечки. И 1 человек на лустрике. Только не скажи, что ты снова будешь на убийцах играть. Но вроде не покупает убийцу. Вроде бы не покупает. Да. Плохие реликвии для драконов. conquer the world. Но отчасти да, соглашусь, плохие реликвии. Sounds like such a pain. Что думаешь, мех в лете будет с древними? Пока непонятно, если честно. Непонятно, потому что есть 4 охотника, как минимум. Но ребята прям на охотниках почему-то хотят сыграть в этой игре. Я думаю, что тут, скорее всего, больше вероятность, что Мартин нарисуется. Ау, я прожал! Спасибо, ребят. Спасибо, кто ставит лайки. Спасибо большое. И дико извиняюсь за задержку, то, что я отходил. Я просто не думал, что они так быстро стартанут. Вообще не думал. Я только отбежал чайник, поставил все такое, они уже стартуют. И водички себе набрал. Ну и умылся, а то как-то жарко было. Душно. Спасибо, Рустем, за подписку на Твиче.
Ребят, опрос остается в силе. Если что, этот опрос будет от А до Я действовать. Интересно. Хорошие предметы, кстати, ему упали. Тут думает еще. Либо одно, либо второе. ШД. Тоже охотников. А я не понял, а что это за мета охотников сейчас появилась? Тут по-любому должен сейчас инсектоид нарисоваться. К гадалке не ходи, ждем инсектоида. Нормально так Луна, кстати, разорвала только что. Он, кстати, в предыдущей игре, если не ошибаюсь, играл на зверях. Вот этот вот АК. О! О! Моя зайка обнаружена. Я ничего не понимаю. Что происходит? Что он хочет сделать? Ханты на старт и норм заходят, чтобы хп не терять ставить. Ну да, но тут раз, два, три. И 3 человека на лустрик ушли. Слишком много хантов на квадратный метр. Марси с элемами. Уф. Да, это вкусно будет. О! А ну-ка, ну-ка, скилл или не скилл? Скилл или не скилл? Клевер есть или нету? А ну-ка, чатик, помогайте. Клевер у него есть или нету? Как думаете? Ну-ка, ну-ка, давайте. Лайк есть? Нету лайка. Ой, лайк. Тихо, вы поняли. Клевер. Чатик. Чатик, не молчим. Все, я жду ваш ответ. Есть ли у него клевер или нету клевера? Я ставлю на то, что у него нет клевера. Наврал. Наврал. Наврал я. Клевер есть. Ладно, с клевером достал. О, все, пандапад. О, свиней взял. На самом деле, не такая себе реликвия свиней, если честно. Все молчат, подстава. Они все ждут ответа. Но, судя по всему, он будет играть на убийцах. Сейчас лишние фигуры продаст. Три фермы свиней. Непонятно. Охотник. И ферма свиней. Не успел, конечно, он забудить ферму свиней, но, в принципе, пойдет. Как я уже говорил ранее, мне эта ферма вообще не нравится. Клевер тоже неплохой под артефакт. Под Траксум. Хороший предмет, если что, этот клевер под охотников прям. Нормально так дает. Азиаты любят играть через фермы, часто в роликах вижу. Мне не нравится эта реликвия чисто из-за того, что она очень плохо апается, и ее подрезали. Если бы эту реликвию оставили как раньше, когда она может до максимума в любое время суток вырасти, до 10 монет, тогда бы это была бы топовая реликвия до сих пор. Но так как они сделали, что эта реликвия теперь только 10 раундов действует, это такой бред, потому что... Я несколько раз брал эту реликвию, она до 5 монет вырастала, и все, Санечка, хрен тебе дальше не вырасти. Продавай за то, за сколько есть. За 10 раундов по 5 монет, 8 свиней, это вообще хрень была полнейшая. Да, я 40 монет получил, но я больше потерял из-за того, что я половину стола тупо не ставил ничего. И не покупал в запас, чтобы хоть что-то апнуть. Я так не понял, что там за пандапад? Они, кстати, охотника делают огромного, но охотник, я так понимаю, не будет ролиться, он будет идти в 9-й.
И, скорее всего, он будет перестраиваться. Даже до 10-го дотерпит и, скорее всего, будет перестраиваться. Тут очень хорошие легендарки есть. Есть импреска, есть тайт, есть инвокер. Он может здесь сыграть как на дубликатах лютых, так он и в целом может сыграть через что такого интересного. Через драконов он даже может хорошо сыграть. Если ему на 20-м раунде еще упадет хаотичный договор, то там забей. Кстати, Марси собирается. Марси. Тут будет Марси. Хорошо. Только вопрос, как он эту Марси будет собирать. Рыцари древние, кстати, собираются. А что там по подопаду? 7 уровень. Лустрик стоит. Клевер один есть. Рольнуть пока непонятно. Может или не может. И парень на последнем месте. А у него лютый пандапад. Хорошо ему пандападу. Скорее всего, он будет на шаманах играть. А вы видели, какая внешка у него кунки? Я тоже такую хочу. Ля, красивый кунка у него. Кстати, он будет играть на Марсе, походу. Да, он будет играть на Марсе, прикиньте. Я изначально подумал, что он не будет играть на Марсе, а он будет играть на Марсе. Я подумал, что он будет играть через шаманов, раз ему нефритовый генерал упал. Это было бы логично. Но... ладно. Ребята, повторение. Мать учения. Повторение, мать учения. Ask Art играл в предыдущей игре через жезл Киры на убийцах. Вуаля! Дубль номер 2. Хорош. И инсек, да? Непонятно, но скорее всего инсек будет. Ой, на каких соплях он винстрик сохранил. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, как хорошо ему идут они. Ему очень хорошо охотники идут. А не хочет купить медузу, поставить вместо Марса? Привет, слушай, я тебя смотрю около месяца и уже около 100 партий сыграл в рейтинг. Почему-то у меня реликвии до сих пор не открылись. Или для них Battle Pass нужен? А ты точно сыграл в рейтинг? Может, ты играл в какую-то... Может, ты реально в какой-то другой режим играл? Посмотри, в какой-то режим играл. Потому что реликвии открываются сразу. И в обычной игре, и в ранговой. Может, ты какой-то другой режим катал все это время? Или про какие реликвии ты говоришь? Ты про вот эти вот реликвии говоришь? Guard, you start stream early today. Марк, привет. Сегодня я начал раньше стрим, потому что турнирыш. Завтра будет, ну, намного раньше стрим. Послезавтра тоже будет намного раньше стрим. Там, если что, послезавтра, 23 числа, будет стрим с промокодами. Привет, а что тут происходит? Кто играет? Это турнир. Это турнир. Вот ребята играют. Это первая турнирная сетка. Группа А. Есть группа Б еще. Завтра будет, соответственно, полуфинал. Выход в полуфинал. Точнее, завтра будет полуфинал играться. И потом уже будет финал. 23 числа и 23 числа будут промокоды на пончики. Прикиньте, промокоды на пончики будут давать. Это ж вообще... Бум! Ха-ха, наконец-то! Хоть что-то приятное, а не печеньки. Кунка дешевый скин. Надо посмотреть будет. Мне он понравился, прикольно выглядит. Да, тут он на Марсе. Шаман это рандом, он решил катнуть на эльфов. На гарант. Но тоже гарантом. Но все может быть плохо. Кстати, Винстрик проиграл. Хорош. Опять начинается повторение, мать учения. Ask Art 2 игры подряд. Лутает Жезл Киры, играет на убийцах. DS Spins 2 игры подряд. Если я правильно помню, то в предыдущей игре он тоже играл на охотниках.
Да, пройти реликвию, которую только что ты показал. Ты, скорее всего, играешь не в тот режим, Руслан. Проверь, в какой режим ты играешь. Потому что они сразу появляются, эти реликвии. Они сразу есть. Кван тут играет через Желалкира, кстати, и собирает охотника. Но Спинс, он идет в уровень, а значит, он готовит нам имбу в перестройку какую-то другую синергию. Какую синергию он может построить? Он взял дракончика. Из догадок, то, что он будет играть на дракона. Это то, что вижу я. О! Инсек! Инсек! Уа! Но у него хп мало, это хорошо. О, ну это ж хорошо, Марк, что ты будешь свободен 23 числа вообще. Аск надежно играет на топ-3. Ну как, на топ-3 он может не всегда хорошо надежно поиграть. Ему просто повезло, что ему в 2 играх подряд упал жезл Киры. Если бы ему жезл Киры не упал, он бы не зашел бы в топ-3. И на инсеках тот же чел. Да? А, да! Удивлен? Ни грамма. Но я надеюсь, что в этой игре ему расскажут, как играть надо нормально. Ой-ой. GG. Не, Аск сейчас одного винстрик заберет, то второго винстрик заберет. Он должен намного больше быть. А если в этой игре еще и будет темпларка с квапой, то там забей. Он 2 винстрика сорвал. Он сорвал просто 20 монет плюс. И все, пошел в уровень. Красавчик. Да. Кстати, жрецы собираются. Только он раскрыл этих жрецов довольно-таки рано. Мне кажется, здесь будут не жрецы, а какая-то другая сборка. Into the abyss I look. Что думаете, как у него будет за сборка? Какая у него будет сборка? Шаманы, кстати, собираются. То есть еще как бы непонятно, что будет, потому что тут собираются шаманы. Тут еще есть кабанчики. Кстати, у него хорошо кабанчики поапались. Если шаману фартанет, то шаман может спокойно выйти в топ-1. Если тут будет дизраптор, будет МПСка, то он этих даже убийц может разорвать спокойно. Но мне интересно, что будет делать жрец. Тут уже медальон один есть у антимага. У Аска есть медальон? У Аска еще нету медальона, но у него есть шапка. То есть у него сейчас Сларк за 6 монет. А кто Хана нашел? Не увидел. Хана нашел вот. Будет играть на рыцарях. Но у него 43 хп уже осталось. Продает уже кабанчиков. 9 взял. Непонятно, что у него здесь за сборка будет. Ну, инсекту, понятно. Я даже за инсека не хочу разговаривать. Мне этот инсект поперек горла. Зато смать насекомым в этот раз. В этот раз он может закинуть его в воркаут. Понятно. Но, кстати, из плюсов он будет инчу. На секундочку. Но чел тупо играет на инсеках. Ну вот и посмотрим, что он сможет достичь. У него сейчас 9 уровень, у него 40 монет. У него есть мать насекомая. Если все грамотно сделает, то он снова зайдет в топ-1. Ну ладно, в топ-3 точно зайдет. Я очень надеюсь, что Аску упадет темпларка. Я болею за Аска. Хочу, чтобы ему упала темпларка. Можно зомби неубиваемое сделать, но шмотки нужны. Но нужен еще ШД. Тут, кстати, шаманы. И есть вероятность, что шаман будет огромный. О, еще и реликвии хорошие ему упали. Дай бог, чтобы здесь дизраптор был. Если дизраптора здесь не будет, это будет плохо. О, нет, 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 нет! Ну какого Опа, ой, ёперный театр. Боже, если он играть через Киру не будет, если он будет играть
через... Он Квапу зачем-то продал. Если он будет играть через Варлок, через все это, то есть если он будет на жестких инсеках играть, то это будет жесть. У него уже есть импресска одна. У него сейчас дубликатов море. Ой, ну это будет сейчас туго. Мать насекомые у него есть, тоже хорошо. То есть, если он сейчас сделает все грамотно, этот инсек, он будет им отрывать лицо, ничего делать. Квапа зато есть, кстати, в игре. Это хорошо. Как ас для аска хорошо. Только аску надо бы, не знаю, поставить волшебников 3 штуки, чтобы просто не отлетать. Do you want to build a snowman? 5 драконов. My dragon needs to take a breath. Open your eyes. I come. Вот шамана для приста проблема. Honor of witnessing this light. Я пока не могу понять, что он хочет собрать. Магов драконов. Дидрича в этой игре нету. Шаманов он не скипает. Непонятно, но очень интересно. Вот DS Spins, что ты собираешь? О! Как ты меня бесишь! Ты меня бесишь на своих инсеках. Ты просто посмотри на него. Ребят, а ну кто может пролистните, пожалуйста, стрим наполовину до предыдущей игры? Это ж тот же игрок, который играл на инсеках, правильно? Look, a dwarf. It tastes like chicken. Marine clan for dinner? Oh, please, no more seafood. Он самый. Мерзость. Что мы таким людям говорим? Что он мерзость? Кстати. And the very earth trembles. Huh. In these chaotic times, a beauty square Только эта вещь, что я считаю, может быть в 6 охотниках. Это Муэрта, Кири с Горном и богами. Но... Кстати, вот я в предыдущей игре говорил, и говорю в этой игре. Обратите внимание на синергию цвет. Обратите сейчас внимание на синергию цвет. Сейчас не будут появляться дубликаты фиолетовые, потому что он синергии Киры хавает скорпиончиков дублирующихся. Ну, инсеков. Вот, видите? Не появились. Но алхим почему-то появился. А у него 2 алхимика стояло или 1? Эмпресса это просто стенка. Ну, кстати, да, как вариант. Тоже может быть. when it truly bloom, every other flower will simply wither and fade. А, он просто себе... Ладно, я понял. Но я чуть не понял, почему дублируешься... Ай, ладно, хрен с ним. Ай, опять Аску не везет. Тут из Кири есть только вот... Ну, Квапа, которая может просто плюнуть. Сломать позиционку. Ему нужен хороший Кири. Ему надо либо Мартретка, либо же Рыжий Лис. Лучше даже Рыжий Лис с БФом и с двойными клыками. И будет тогда все хорошо. Охотник. Ну, инсек уже в топ-3 залетает. Чел на жрецах. Интересно. Он хоть от мобов не сдохнет? Ну нет, не должен, не должен. Кстати, шапку. Хорош. А ну, что там упадет сейчас инсеку? Ему фартануло или не фартануло? В принципе, норм. На самом деле, ему на инсеках можно даже поставить 2 думов. Он Варлока продал, да?
А зачем он Варлока продал? Может кто-то объяснить мне? Он просто... Ну ладно, хрен с ним, это его выбор. Пусть делает так, как он считает на инсеках. В любом случае, даже смотря на такую игру, ты понимаешь о том, что чел может спокойно сейчас залететь в топ-1, не имея ничего, по сути. Ой. Это вроде бы как бы круто. А хотя у него наследие Духа Огня есть. Это, в принципе, норм. Только надо убирать один из предметов 100%. Ой, Марси ему пришла. Хорошо. Ему ШД теперь нужен. Ему ШД в 3 звезды. И игра будет у него хороша. What a delightful idea. Неплохой стол у него. Только единственный минус... Предметы это пропадают. Если он импресску соберет в 2 звезды, то в принципе он может сделать себе керри импресску. А может вообще 5 драконов поставить. Спасибо, Марк, спасибо. Хорошая тебе смена. Так, хорошо. Шаман, накажи его, накажи. Давай, шаманчик. Шаманчик не сможет, да. Шаманчик не сможет, потому что у него слабые шаманы без предметов. К сожалению. АДС Спинс, что он делает вообще? Он спектру керри хочет сделать. Необычно. Вот, кстати, ДС Спинс играл на охотника, взял себе ранее 10 уровень. По итогу как-то весь потенциал у него слился. К сожалению. Жаль этого добряка. Давайте посмотрим на Марсе. 4 духа, 6 убийц. Ну, чел, я даже его смотреть не хочу, неприятно. А ну-ка, заберет его Марси? Были бы двойные клыки, я бы сказал, 200% заберет. Как же возвратка тильтит. ШД в 3 звезды не хватает, очень. Давай, 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 Марси, любимая. Рви ему 5-ю точку, рви. Давай, 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 давай. Боксируй, боксируй. Боксируй так, как никогда в жизни не боксировала. Давай. Ты Рокки Бальбоа. Рожь! Красава, если ты его выкинешь, будет тебе счастье. Но только вот с убийцей надо будет что-то подумать. Ух! Почти шедек собран в 3. Так а Марси не соберет себе, походу, ШД. Тут огромная конкуренция на ШД есть. Дракон собрался, кстати. ДС Спинс вылетел, кстати. Тот чел, который имел огромный винстрик, огромное... Ну, он огромное все имел. Но не фартануло. Не знаю, как по мне, выбор перестроиться в спектру был. Это ужасный выбор был, как по мне. Я хочу посмотреть, что сейчас может дракон. У него вроде лич хороший, но КД огромное, 7 секунд. Этого времени может тупо не хватить. Ауч. А может и нормально будет еще себя чувствовать. Не. Не. Ай, помянем. Хорошо, Марк, спасибо. Ай, какая боль, боже, какая-то боль. Просто дракон откис из-за этого жреца. Какая боль. Если он найдет себе ШД 3 звезды, то у него огромные шансы на победу. ШД в 3 звезды имеет очень много урона. Тут медальон есть.
Короче, шедевр 3 звезды, он даже может вынести этого инсека, если найдет двойные клыки. А у инсека есть шансы, точнее были шансы, если подмать насекомое, не скипом. Но я думаю, он и так может справиться, если соберет все алхимиков 3 звезды. Я пока не понимаю, что хочет Аск-Арк собрать. Кстати, кого заблокировал? Воинов. Ну-ну. Тут гритеров. Что у тебя за предметы? Двойные клыки, кстати, есть. Кири Торка Охотника. Интересно. Интересно и необычно, кстати. Ой-ой. Ой-ой. Марси дает. Ой, дает. Еще и как дает. И я напомню, что это охотники. Охотники против эльфов. И по итогу эльфы на охотниках справились. Кстати, а кто ему снес 8... А почему у него 18 хп осталось? Какой у него ник? АК. And victory? Already mine. Long before the first move. Ник. Самый непредвзятый комментатор. Умри, инсек, умри. Простите, пожалуйста. Я болею за всех, но не за инсека. Удивительно. Я думал, что он отлетит против инсека, но он по итогу выжил против инсека. Еще и инсеку дал на зубок. Интересно. А что за... Он перчатку 5-го тира скипнул, по итогу взял себе кирасу. А вот теперь давайте посчитаем, насколько это оправдано в действительности. То, что он скипнул сейчас кирасу 5-го... Ой, перчатку 5-го тира. Насколько это оправдано? You're honored to meet the esteemed East King. But the way you speak, I'll make them vanish. eat. Взял, кстати, реликвию яиц. Хорошо. Ему бы рок войны найти и закинуть в МПС-ку, чисто чтобы наваливало с руки хоть чуть-чуть. Но в этот раз, кстати, довольно-таки необычные сборки есть. Аск Арту будет очень тяжело. Он типа вывозит на жезле Киры, но... Ну, кстати, если жрец заживет до 35-го, там тоже есть огромные шансы на победу. Ему нужен шедевр 3 звезды, очень нужен. С шедевр 3 звезды у него многие проблемы пропадут. Но тут уже, кстати, 3 медальона найдено. Пум-пум. Так, убийца против инсека. Это заядлая битва у них. Что в прошлый раз на инсеках они дрались против убийц. Точнее, он на инсеке дрался против убийц. Что в этот раз убийца против инсека дерется? Чисто змейка, чисто паучок задушил. Двойные клыки есть в этот раз, это хорошо. Охотник тоже неплохой. Не знаю, как по мне, скипать в Марсе было перчатку такое себе. Хотя хрен его знает, может я ошибаюсь. Я хочу посмотреть на шамана, кстати. Итак, охотник с горном, да.
По-моему, ему ГГ. Марс и хп реген нужен, поэтому и скипнул перчатку. Но я тоже говорю, насколько это в действительности оправдано. И каким-то чудом выигрывает шаман этот, серьезно, каким-то чудом. Просто, наверное, из-за того, что у него есть тайт, он и выигрывает. Ну, реально каким-то чудом. А вот, кстати, жрец. Себя хиль! Себя хиль! Ой, хорош! Еще! In these chaotic times, a beauty's curse is a slow-acting poison that corrodes from within. And a blade that cuts to the bone. Возможно, у нас новый фаворит будет, кстати. А что за перчатка? Перчатка 5-го тира, которая делает чистый урон. Кстати, еще один охотник отлетает. Супер несломанная сборка, кстати, на Марсе заходит в топ-3 уже. У меня из фаворитов есть, это сейчас Марси. Вот Марси 100% есть как фаворит. А кто ж еще такое? Кстати, безоружь в ТНТ сильно. У Марси как-то урона теперь не хватает. Ему надо минус броню хотя бы первого тира снова. Охотник вылетел. Вот это баталия, я понимаю. Давай, 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 давай. Все, ты должен его доздушить. Все, хорош. Пряу. Я не знаю, как шаман живет, серьезно. Как? Минус 12 Аску дал. Как же больно Аску. А зачем ему тут чистый? Кираса же прикольно. Ну а если сейчас там найдут много брони? Ну хотя тут, ну да, перчатка 5-го тира 50 на 50. КП реген как-то получше выглядит. Если он сейчас еще найдет предмет первого тира на минус броню, я просто... А он его скипнул, да? Было бы хорошо с минус броней. Так, шедев 3 звезды есть. Против него шаман, смотрим. Шаман красавчик, перевоплотился. Ой-ой, по-моему, ему торбо будет. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, все, ГГ. Просто как же фартануло чуваку на шаманов. Это нечто. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты прикинь? Как же ему фартануло на шаманов. Просто генерал, дух пятерка появился. Охренеть. Ну и чел на Марсе заходит. В топ-3 уже почти, да? Давайте, инсека, задушите, пожалуйста, инсека. Давайте. Просто разорвите ему. Болею всей душой за то, чтобы его выкинули из игры. Ненавижу инсеков. Фу. Я не предвзятый, ребят, не предвзятый. Это просто травма, понимаете? Травма. 5-я точка у меня горит на инсеков. Я не знаю, как вот этот чел живет, реально, тупо не знаю. А у кого там, кстати, двойные мобы были? А, у Аска. Снова у... Вот Аску, как же хорошо везет, заметьте. 2 игры, по-моему, в предыдущей игре тоже двойные мобы были. То есть и жезл Кира, и двойные мобы у него были. Минус броня, кстати, хороший предмет, это надо оставить, как по мне. О, потрошитель имбулька тоже. Клинок тени неплохо смотрится. Но я потрошитель бы брал. Тут тоже и мифриловый доспех есть. Хотел сказать, кираса.
Жрец же вылетел, жрец вылетел. Можно медальонов миллион скипнуть, что он и сделал. Один медальон только оставил. Кирасу взял. О, так все, давай, подожди. Если мне память не ошибает, то у него вроде бы был предмет первого тира на минус 6 брони, не? I want to protect this land of eternal. Неплохо. Хочу сейчас за шаманом последить. Как раз против эльфа попался. Я думал, когда они попадутся против друг друга. Марси с маской 5-го тира. Плохо. Но тут Дум. Тут хорошо. Сейчас Дум. Давай. Дум. Ой, хорошо. Прямо по Марси Думчик залетел. Боже. Как хорошо. Давай. Минус Марси. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. 2 хп осталось у Марси. Это жестко. And yet, you dare offer such a crude and laughable play? Так, я хочу посмотреть за Аском. Инсек вынес Аска, да? Вот это у них битва. Сейчас дубль номер 2 будет, когда Инсек выносит убийцу. Это будет жестко. Но вот проблема Марси в том, что у нее тупо нету защиты никакой. Ни мифрилового доспеха, ни БКБ. И это огромная проблема. Но тут еще, давайте плюс будем говорить, то что... Гритеров поставил? Гритеров поставил на Марсе. Интересно. Что, неужели он на убийцах сейчас проиграет? Прикиньте, он проиграет, там контроля, походу, миллион. В Дума не... Ай-яй-яй! Не проиграет, выиграл. Нормально. Мне показалось, что проиграет сейчас. Или догорит. Не догорел. Инсек вылетел. Это же Инсек вылетел. Да! Инсек погиб. Но там Инсек сам дурак. Ну, серьезно, как бы без обид сказано, но Инсек сам дурак. У него была мать насекомого, у него был такой обалденный старт, и по итогу он мог спокойно занять тут даже топ-3. Но наказали его, и слава богу. Уважение, почтение отдаю вот этому человеку, который играет на шаманах на горнах. Ультра непонятный билд, но он работает, это самое главное. Вот у Марси, конечно, сейчас эпический стол. Все хорошо. Болею за него на Марсе, чуть-чуть. Я больше болею за шамана, если честно. Давай на Марсе. Просто разваливай. Жить. Не жить, походу. Да, не жить, походу. 2 хп, давай. Щит 5-го тира. Но тут маски нет, Шансы победить огромные. Нет, он к Горну прыгнул. Сейчас Горн будет бить. Ой-ой. Боже, на каких соплях он выжил. One of my wings, and the very earth trembles. Huh. In these chaotic times, a beauty's grace is a slow-acting Your poison that honor grows Это from within, нечто. esteemed East and King, a blade that cuts to the bone. but the way you speak, I don't like it. Щит 5-го тира Аска, конечно, спасает. I'll enjoy their suffering.
А ты предмет первого тира ролил? Я не помню, спрашивал, по-моему, да? Да, ролил на минус броню первого тира. Обидно. Он бы мог просто минус броню его тащить. Но на самом деле ему сейчас предмет 5-го тира нужен. Это криты. Криты либо рапира. Рапира даже эпичнее будет смотреться. И бессмертие сверху. Лучше даже, наверное, бессмертие будет. Хотя и рапира, и бессмертие тоже хорошо. Вот, короче, 3 предмета ему надо. Криты, рапира, либо бессмертие. Предметы на подсейф у него, в принципе, есть. Плюс он на гритерах катает. Кстати, кто вдруг не знал, то предмет 3-го тира, очищающая сфера, она, если что, ломает синергию гритеров. Кто вдруг не знал. Так, ну тут понятно, он на Марсе выигрывает. А тут что? А тут, кстати, тоже Аск выигрывает его. Да? Ну да, если бы у него было 6 шаманов, он бы спокойно их разваливал. Но так как у него нет 6 шаманов, он спокойно не разваливает. Ребят, 40 человек на стриме. А ну-ка, лайк. Лайк. Быстренько. Быстренько. Ровно минус 9. Но я отдаю уважение шаману. Максимальное уважение горну шаману. Вот серьезно. Сыграл на супер необычном билде. Красавчик. Какая сфера ломает гритеров и почему? Вот этот предмет. Я это протестировал. Очищающая сфера. Когда происходит контратака, то гритеры отключаются. Ребят, кто на Twitch не подписан, подпишитесь, плиз. Пожалуйста, пожалуйста. У кого есть вопросы, спрашивайте тоже, не стесняйтесь. Давайте, поддержите меня, а то я тут, знаете, сам с собой, грубо говоря, общаюсь. Ну как, грубо говоря, 100% сам с собой общаюсь. На самом деле, ему сейчас не хватает шедев 3 звезды. Шедев 3 звезды порешает миллиард его вопросов. У Аска миллиард предметов упало. Думаю, маску, если найдет, то это ГГ будет. Гони пончики, алло. 23 числа, ребята. Я в телеграм-канале тоже об этом писал. Еще вчера. Ко мне вопросов никаких. Вау. Криты хорошо. Взял криты. Окей. А вместо чего положишь? Вместо мифрилового доспеха. Пойдет. О, а тут щит 5-го тира. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ты отлично комментируешь, нам просто интересно, вот и молчи. Спасибо, спасибо. Я оставлю на Марсе. Марсе заберет топ-1, чекайте. Слишком хорошие предметы в Марсе. Ну, правда, возвратка плохо сработала, но ничего страшного. Марси! 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 Живи! 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 Жить! Просто обмен щитом. Обмен любезностями. Марси, живи! Марси, все, Сларку ничего. Все. Да. Есть какие-нибудь вики обучающие по игре? Что конкретно, Каспер, тебя интересует? Ребят, спасибо за лайки на ютубчике, спасибо большое. Давайте, до 50 лайков добьем. Давайте, я знаю, я верю в вас. Нас 40 человек сейчас на стриме, как минимум 40 уже должно быть. Вот это там чат рвет. Ну и понятно, меня бы тоже рвало. У него хорошие предметы, объективно. Но от маски 5-го тира не хватает, как по мне. И он на гритерах не получает двойной урон от этого клинка. Тактика, стратегия, как правильно играть, в общем. Ну, такого особо нету. Там все зависит от ситуации, понимаешь? Каждая игра, она ситуативна. Нет такой 100% гарантии, что ты возьмешь эту сборку и в 200% случаев ты выиграешь. Ну, несмотря ни на что.
Нет такой сборки. Каждая игра, она очень ситуативна. Так что... Да это трындец. Он просто... Ну, Марси топ-1. Вот тебе сборка. Собирай Марси. Как то... Делай вот... Какая же достойная финальная битва. Какой кайф. Тупо 1 на 1. Как в аниме остались. Мне это интересно. Зачем он берет 9 уровень? Он же может спокойно себе пытаться искать ШД. Собрать его в 3 звезды. Он хочет еще одного ШД. Ну ладно. Я более чем уверен, что Марси заберет сейчас топ-1. Не, есть вероятность. Ну, как я всегда говорю, всегда есть вероятность. Потому что у Марси осталось 2 хп. Сейчас тупо пару ваншотов прилетит. И Марси отлетает в следующую игру. Как надо учиться просто наигровкой само понимание игры? Просто играешь, да. Вот выбери себе 3 сборки. И просто играй. Пока ты вот 100% не будешь уверен в этих 3 сборках, что ты будешь на них разваливать без единого шанса для всех остальных. Вот, 3 сборки выбрал для себя и катаешь, сидишь на них. Все. Марси. Марси! Я волноваться начинаю. Давай, детка. Давай! Хорошо, маска 5 тира сработала. Просто, боже. Так, меня за мышку убьют. Ай-яй-яй, Марси там вообще просто. Марси от волнения, по-любому стояк железный. Спасибо за лайки, ребят, спасибо. Давайте до 50 дожмем. До 50 лайков. А кто на Twitch не подписан, то подпишитесь. Так вот, я не договорил по поводу, как научиться играть. Выбери себе 3 сборки, играй на 3 сборках. Играешь на 3 сборках, помимо этого читай предметы, разбирай предметы. Ролики мои посмотри, как я играю, какие ситуации, какие предметы беру и тому подобное. То есть у меня роликов на канале вот так, за глаза. И эти ролики, они как не то, что даже развлекающие, они даже обучающие. Вполне. Много информации я туда вкидываю. Блин, они сейчас до 45-го раунда дойдут уже. Ай-яй-яй-яй-яй. Марси, не бей, тотем! Ладно. Аналогичный есть авточес. На второе место какую бы поставил? Я бы поставил на первое место. ТФТ. Инсека выбирай просто. О, Рустем правильно пишет. Выбери себе инсека и все. Мартабы Марси зарубила. Но у него мартретка готовится, но не факт, что он успеет ее собрать. У него осталась последняя попытка. Если сейчас он полностью не сролится, то ГГ. Но тут у него, понимаете, еще есть шанс, что он найдет маску 5 тира. Я думаю, с маской 5 тира он будет наваливать. Как она вообще выживает, я не понимаю. Во-первых, синергия гритеров. Сейчас у него синергия эльфов, но он на гритерах сидит. У него куча предметов на подсейв. У него 1, 2, 3, 4. И 5-й предмет на перерождение. Это сильный предмет у него сейчас. Сейчас посмотрим, что за предмет он выберет. А чё он ведьмаков не поставит? Там тоже, там может ваншот прилететь от щита 5 тира, понимаешь? БФ. Ему мартретка нужна. И он верит в отхил, то, что отхил ему поможет. Оба предмета хороших. Я бы даже, наверное, багровый потрошитель брал. Слишком хороший предмет. Хотя они оба хороши. Бессмертие взял. Ой-ой. Ему надо предмет на урон. Это БФ, либо потрошитель. Он же арчит. Не знаю, оба предмета хороши. О, тут перчатку чистого урона взял. Ну все. Тут Марси по-любому надо менять предмет. Надо багровый потрошитель себе ставить. Кираса ему не особо не поможет. Хотя, может, и поможет. Потому что там тоже кирасы есть. Не знаю. А, вот, багровый потрошитель взял. Только я бы, наверное, вместо... Хотя возвратка тоже хорошо. Блин, ну все предметы у него хороши. Но сейчас такая будет ситуация, когда ему тупо урона может не хватить. Хотя у Сларка нету никакого хп регена. То есть он сам себя сейчас уничтожит на Сларке.
И тоже он БФ почему-то... Зачем ты БФ отдал? Алло, дядя! У тебя ж перчатка чистого урона. Зачем ты БФ отдал в мартретку? Ты... Ой-ой-ой. Ну, ваншот, кстати, прилетел. Все. Походу, Марси отлетает. Да, Марси отлетает. Нет, бессмертие. Бессмертие. Помянем. Не ДФД, а ТФТ. Teamfight Tactics. Ой, ну хорошая баталия была. Очень хорошая баталия была. Шаману уважение, просто максимальное. Вот ему максимальное уважение, ему нет. Мартретки не хватило. Вот я просто не понял, почему ты не отдал бутсы. Ему надо поменять было, БФ закинуть сюда. Ой, ладно. Ну, хорошая игра, хорошая. Очень хорошая. Фух, так, сейчас, секунду. Отбегу пока немного. Пока лайк прожмите в перерывчике. I'm so envious of you hanging with such a cool toy as me. Так, все, я на месте. Rattlebots, transform and roll out. I might be red, but I ain't shy. Blossom. 100 push-ups, 100 sit-ups, 100 squats, and a 10-kilometer run every day. Так, о, противостояние эльфийки и рыбного демона. Будут слагать легенды. А я говорил, что хп-реген у Марси решает. Но там просто сам, ну... Убийца плохо сыграл. Вот серьезно плохо убийца сыграл. О, опять Джезл Кира. Сейчас опять Аск будет играть на убийцах, проверяйте. Сейчас ему падает Джезл Кира, он будет играть на убийцах. 100% даю гарантию. Что по легендаркам тут вообще? 6 богов. Можно через пятерочку духа сыграть, можно сыграть через вертолетика. Мне показалось, или после релика на перерождение у Марси был иммун к РП. Или она не снимает эффект. Смотри, сначала идет бессмертие. Потом идет перерождение с артефакта, ну, с этого предмета, который третьего. Но, по-моему, с наследия, точнее, вот. И наследие духа огня, когда перерождение, ты теряешь все синергии. Поэтому гритеров синергию ты тоже должен был потерять. Там просто щит 5-го тира есть. Скорее всего, просто щит 5-го тира сработал, и все. Beauty destined to shatter nations. Perhaps I want to be, but I simply wish to be the wildfire that sweeps across this land. The last, brightest spark, even if it means Чё, как вам сейчас стримчик? the cinders. 50 голосов, кстати. Драконы-маги, походу. Кстати, драконов-магов мы и не видим почти в этой игре. Мы видим инсектоиды, мы видим волшебников и видим убийц. Походу, не те опросы я сделал. Do you feel the irresistible enthusiasm of summer?
Норм стрим фоном слушаю. О, это хорошо, что нравится. Я рад. Вообще я не ожидал, что столько будет народа много именно днем. When I try, Вообще не ожидал. every other flower will simply Мне, кстати, надо посмотреть, во сколько у меня свет выключат. Секундочку, гляну. Потому что мне к этому времени надо свои дела немножко еще поделать. Поэтому, возможно, мы до конца не досмотрим турик. Ща. В 4:30 выключат, но не знаю, посмотрим, может я не успею доделать. Ну, глянем сейчас, короче, посмотрим пока. Teamfight Tactics это же лол. Да, ну это Лига Легенд. И Teamfight Tactics мне очень нравится. Типа я бы рекомендовал ее. Кстати, а что это за значки рядом? Топ-100, топ-10. Это, наверное, когда ты зашел в саммит битвы, в топ-100, в топ-10. Да? Привет, ток пришел. Что за формат? Ты камеры рулишь или мы глазами игрока? Я камерой рулю. То есть, ну, я вот переключаюсь, смотрю на игроков. Это, если что, турнир. Я смотрю, бегаю по их столам. И комментирую игру в целом. Я думаю, что Аск снова будет играть на убийцах. Вот у меня есть такое подозрение. Ему падает Джезл Кир, он 100% будет играть на убийцах. Но тут игра пока непонятна для кого. Тут есть Зевс. В принципе, маги дракона могут хорошо зайти, если хорошие предметы будут под Зевса. По реликвиям тоже неплохо. Скорее всего, эльф появится. Под эльфа тут есть даже целых несколько реликвий. Во-первых, есть яйца, есть мастерская, есть хаотичный договор, есть двойные мобы. Вообще кайф под эльфов. А сам что не катаешь в лол, то... Я не катаю, потому что я не могу показать контент зрителям. Как только я смогу контент зрителям показывать ТФТ, я сразу буду выпускать ролики по ТФТ. Ну, пока не могу. Не могу, потому что, во-первых, у меня нет времени особо. Во-вторых, отключает свет у меня очень ограниченное количество времени. Плюс работа еще сверху 2-2. Осуждаю, что там пишут. Осуждаю. Осуждаю. Все, пошли в баню вот эти вот живые. Все, пошли отсюда. Давайте, киш-киш. Пришли тут они. Я-то думал, они цивилизованные люди. Ничего такого не пишут. А они нам пишут, оказывается. Взять бы фалоимитатором, по башке бы постучать им, и все. Осуждаю. Я просто больше в свой чат смотрю, чем в их. Они там да-да-да-да. Видите, что они пишут? Весь кайф обломал. Ладно, дайте быстренько посмотрю. Осуждаю, осуждаю, осуждаю. Осуждаю. Нет, там хорошо они пишут. О, опять начинается эта тема. 3 человека, которые играют на лустрике, просто весь кайф дают другим людям. Ну, красавчики. Молодцы, ребятки. Кстати, подожди. Вот этот парень на инсеках вроде предыдущий играл, да? Да, это он, по-моему. А чё это мы решили тактику поменять? А чё это мы решили тактику поменять? А как же инсеки? А ну, каковы шансы, что в этой игре он будет играть на Марсе, Керри, плюс эльфы, а не на инсеках? Каковы шансы? О! Опа! Так, Спинс. Не подведи меня в этот раз. Кстати, он хочет на убийце сыграть. То есть у них... Они, короче, с Аском поменялись местами. Сегодня он будет играть на убийцах, завтра... Хотя он тоже играть на убийцах будет. Ну, короче, у них баталия будет. У него сценарий на руках, он знает, кого собирать. Ага. Не, ну то, что Спинзу антимах упал, это хорошо. На первых 2 местах вообще непонятно, что происходить будет. Пока не могу особо проанализировать игру. Но Аск видно на убийцах будет, и Спинс видно будет на убийцах. Вот тут прям смотришь на них, они прям хотят собрать это. Один охотник собирается, насколько я вижу.
Вот он. Вот и будет охотник. Тут непонятно, что просто какой-то сыр-набор. Тут волшебники и эльфы собираются. Тут баф людей уже поставился. Короче, пока непонятно ничего, что происходит. Посмотрим за топчиком. Привет, это же первая катка? Конечно, конечно, первая. Стрим идет почти уже 3-й час, но первая каточка. Кстати, вышел из инкама уровень поставил. Почему? А, чтобы поставить чернокнижников. Вот эти 10% от хила от чернокнижников тебя спасут. Конечно, конечно. Да. По 10 хп стычки регенить. Ну, в принципе, ладно. Хотя его сейчас, по-моему, не убьют, потому что пуджик хорошо сработал. Стан на 4,5 секунды прописал. Хорош, хорош. Упадет ему хаотичный договор, он куш словит. Лютый. А на чем он будет играть, я не понимаю. Он собирает просто то, что идет, и все. Или что? Он в предыдущей играл на жрецах, насколько знаю. Ладно. Кстати. Что, как думаете, какая у него будет сборка? Будем называть его 3L. Двойные мобы. Не, но Аск меня поражает. Я надеюсь, что он что-то новенькое придумает, потому что то, что сейчас у него там, мне не нравится. А, он будет на убийцах играть. Боже, ну это убийца. Можно что-то новое придумать? О, как. Двойный моб. Ну тут эльф собирается. Будет через Марси играть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Винстрик потерял против... Я не понял. Не против эльфа, но эльф хорош. У него тренды звезды. Зачем придумывать нового, если он на убитых через жезл Киры легко в финал залетит? Так прикол в том, что даже абсурд не в этом, понимаете? Он 3-ю игру подряд с первого раза на 10-м раунде достает себе жезл Киры. Ребята, ну это ж просто трындец. Да мне б такой скилл в каждой игре, чтоб я с первого раза доставал себе жезл Киры. 3-ю игру подряд. Я помню, когда я захотел какую-то эпичную сборку сделать через жезл Киры, мне жезл Киры такой: не, Санечка, не сегодня. Сегодня мы будем устраивать с тобой не то немножечко. Кстати, винстрик. А, не, эльфы. Я протупил немножко. Но он сейчас на эльфах... Ой-ой-ой, все, пошел. Так, гоблин убийца в 2 звезды. Да я хочу обратить на это внимание. Будет он обузить или не будет? Да, будет. Хорош, красавчик. Мне нравится, что он еще покупает козочку. Вот это тоже 10 из 10 ставлю. О, сюда плюс бабки. Раз продал. 2 продал. Фуриона надо. Так, все. 2 гоблинов обузит. Красавчик. Уважение, почтение за это. Смотрите, чел, мало ли того, что Фурионов обузил с инчой, так он еще и гоблинов убийца бузит. А ну-ка.
Опа, 2 гоблина-убийцы по плюс 3 монетки принесли ему. Сейчас анапает еще его в 3 звезды и получает плюс 5 монет за него. Кайф? Я считаю, кайф. Хорош обузит, хорош. Охотник собирается. Ну, не знаю, насколько это актуально в охотника. Кстати, я хочу посмотреть, что там по эльфу. Сейчас покажу. Пока ничего не собирается. You probably shouldn't eat this. Пока не ролит. Я думаю, он будет ждать 7 либо 8. Я думаю, на 7 даже ролиться будет. Чтобы найти себе и ШД в 3 звезды, и Марси в 3 звезды. Тут я пока вообще не могу понять, что он хочет собрать. Тут тоже пока непонятно. Тут тоже пока непонятно. Короче, много игроков пока, которые вообще непонятно, что собирают. Кстати, убийца Горов в 3 звезды. Облин убийца в 3 звезды. И Сларк в 3 звезды. При этом у него еще 4 баночки есть. Все, дальше уровень будет идти. Ему надо купить 3 волшебников. Поставить 3 волшебников и 1 демона. Чтобы у него был баф 9 убийц ранних. Так, а ну сейчас, секунду, вебку выключу пока. Just wait until autumn. When I truly bloom, every other flower will simply wither and fade. Be free as the wind, my friend. Так, все на месте. Пу-пу-пу. Так, а что там по двойным мобам? У 3Л-ки двойные мобы. Но он их не будет использовать, потому что прекрасно понимает, что ему оторвут лицо. Он, походу, снова будет на жрецах играть. У меня есть такое подозрение, что он снова будет играть на жрецах. Здорово-здорово. На втором месте вообще не брал себе ничего. А что у тебя там по реликвии в целом? А, у него хорошие реликвии. Как минимум 2. Но я бы на его месте, если... А, это не он. Я просто смотрю, он Марси взял. Хотел сказать, я бы на его месте взял бы яйца. Но... Так, Марси уже есть в Маморе. Хорошо. Надо ролить. Надо ролить, надо искать молнии хотя бы. Хоть что-то такое. Не, решил жреца корону взять. Ну, в принципе, тоже неплохо пойдет. Мишку заберет под контроль и будет кайфовать. Тут жрецы. Да, Триэлка будет тупо играть на жрецах. Это удивительно, на самом деле. Ну, ладно, окей. Охотники. Воинов заблокировал, идет на охотниках. Окей, тоже хорошо, пойдет. Так, а Спинс на чем играет? Антимаг. Тоже интересно. И еще один, кстати, жрец. Ой, он антимага уже нашел. Это неприятно, конечно, то, что он антимага нашел. Truly bloom, every other flower will simply wither and fade. Да, походу я неправильный опрос сделал. Надо было опрос немного другой делать. Так, что вы там все захомячили? Признавайтесь. Раз все захомячили, давайте в чатике помогайте, активничайте. О, стримчик идет. До сих пор. Да, еще идет. Еще идет. Возможно, успеем еще одну карту прокомментировать. Но это не точно. Не точно, потому что у меня свет в 4 часа 30 минут выключат. Вот. Еще игры интересные были какие-нибудь? Да, были. Довольно-таки хорошие игры были на стриме. Вообще прям кайфовые.
Ну, дефолтная Марси была имбовая, без ШД в 3 звезды, правда. Не собрал. Тут вот собирается дефолтная Марси сейчас от этого молодого горячего. Он собрал, он, кстати, Марси вытащил, собрал 2 звезды и вытащил ее. Я думал, будет терпеть до 3-звездочной. Но, скорее всего, нет. Вот, 2 антимага уже нашел. Вопросов по скиллу я и к нему не имею. Вообще, ШД уже есть. Ха-ха, хорош. Но это сразу видно, что это скиллуха. Челу тупо нужны яйца. Вот, вот эти. А даже лучше хаотичный договор на 20-м раунде. И вообще кайфовать будет. Тут дефолтная Марси собирается. Тут чел играть будет на жрецах, как в предыдущей игре. Тут, кстати, тоже жрецы собираются. Похоже на то, что тут тоже жрецы собираются. И тут тоже Марси собирается. Ну и Аркт в этой игре играет на убийцах снова. Записи всех моих стримов, они сохраняются, ребят. Абсолютно все. Просто на ютубе открывайте вкладку трансляции, и там все записи стримов. И на твиче тоже у меня записи сохраняются. А ты кого-нибудь знаешь из этих типов? Или это все китайцы? Вот поляк вроде DS Spins. Это вьетнамцы вроде. А, не, вот это вот китайцы, а вот это вьетнамец вроде. Француз вроде. Не француз, не помню, короче. Еще один от жреца. А что это за лобби жрецов? Раз, два, три. Удивительно. И воин собирается. Тут... А как так? Ты его из Мамора вытащил или как? Спинс. Да, он из Мамора антимага вытащил. Жестко. Но тут очень сильно идет вот этому молодому горячему. У него все шансы тут сыграть на жестких эльфах. И прям без шансов вынести это лобби. Даже без единого поражения у него есть все шансы вынести это лобби. Еще есть у него медальон. Так, давайте так. 40 лайков. Уже 40 говорю. Не 50. Хотя и 50 я уверен, что мы можем сделать. Оставлю запись стрима, так уж и быть. Да, если мы сейчас упадет хаотичный договор, это будет жестко. Он с хаотичным договором, во-первых, и кучу денег будет иметь эти 10 раундов. Он и очень быстро будет ролить все фигуры, которые ему необходимы. Короче, это будет очень вкусно. Но тут у него конкуренция появилась. Вот. То есть у него сейчас есть конкуренция. Но из плюсов у него уже 2 Марси и 1 яйцо. То есть ему даже реликвия яиц хорошо зайдет. Сейчас надо посмотреть, что ему упадет. Кстати, раз 4 человека заблокировало инсеков. Хорош. А что ищем? Интересно. Меч взял, а шо? Он, наверное, искал медальон еще один. Ну, мне так кажется. Так, что там по реликвии? Давай посмотреть. О, жир, яйца взял. Я так и думал, что яйца возьмет, но я не... А он сразу их активировал? А зачем, дядя? Ой-ой-ой, ошибка. Ребят, вот так вот, как он сделал сейчас, мы не делаем никогда, запомните. Никогда так не делайте. Никогда не активируйте реликвию яиц, пока не начался отчет следующего раунда. Кунку, кстати, взял. Марси нашел. Он из инкама выходит. Пошел. Пошел яйца искать. Давай. А яиц нет. А яиц-то нет. Ну, трендуху собери. А, ему не хватает. 1 яйцо есть. Отличный, мартретка. 2 яйца пришло. Хорошо. Все, собирай себе Марси в 3 звезды. Кайфуй. Лично. Ух! Решил антимага сделать. Я думал, он будет до конца ждать и соберет себе ШД, потому что ШД здесь критично важен. Даже не так важен антимаг, как нужен ШД в 3 звезды. Но он все деньги сролил ради этого. Посмотрим, насколько это удачно будет. Насколько это удачное вложение. А вот убийцы пришли. А ну-ка, заберет убийца у него винстрик или не заберет? Или Аск проиграет сейчас свой винстрик? Я думаю, Аск проиграет сейчас свой винстрик, а он проиграл.
В этот раз, походу, Аск не зайдет в топ-3. Есть такое очень огромное впечатление, что он не зайдет в топ-3. Ему бы медальон отдать в какого-то трехзвездочного героя, потому что там есть 2 жреца, хотя хрен его знает. Опа. Сильно. Сильно, кстати. Скоро соберется 2 зомбаря. Хорош. Но тут прям такая лютая конкуренция у них идет, смотрите. Тут на ШД конкуренция. И тут на ШД конкуренция. То есть 2 человека уже играют через... 3 ШД! С Энигмой в 3 звезды. Если тут бы сыграл через 4 бога, синергия плюс порог плюс дух 5 было бы красиво. О, да, если бы сыграл кто-то, то да, это было бы очень красиво. И духа 5 сделать лютым керри с посохом 3-го тира, все как надо. Было бы вкусно. Было бы очень вкусно. Я вот не понимаю одного момента. Почему керрят Энигму? Кто-то может мне объяснить, по какой причине керрит Энигму? Она ж не хилится, у нее чистый урон. Как она будет хилиться? Чем она будет хилиться? Челу, кстати, не хватает одной фигуры друида, чтобы сделать себе 3-звездочного Трента. Мне вот знаете, что интересно? Будет ли он ролить ШД? Ему как минимум надо еще 1 ШД и 4 яйца. Спасибо за лайки, ребят, спасибо. Ну это жестко. Ну, кстати... Сейчас антимаг из-под контроля выходит и... И все, и торба жрецу, походу. Да, походу жрец откис или нет. Не, жрец, по-моему, откисает. Да, жрец откисает. С богами и новым жрецом древним керят. Ну... Shadow... Ну, короче, ШД очень сильный герой. Типа тут... Ничего не сказать. Он слишком сломанный, этот герой. Этого героя 100% надо нерфить. Тут чел зомбаря найти не может. Друг, там на зомбаря огромная конкуренция. О, собрал, прикиньте. Раз зомбарь в 3 звезды, 2 зомбаря в 3 звезды. А тут Энигма. Хочу посмотреть. Оп, Марси. Оп, Энигма. Нет Энигмы. А, нет Энигмы. Но 6000 урона, кстати, схавал. Хорош. Что он будет делать? Он будет ШД искать или нет, кстати? Ему инчак, кстати, еще надо. Кстати, ни разу не сломанный герой, просто 12 тысяч урона. 2-звездочный ШД. И это его, если что, 2-звездочный ШД. Тут, кстати, тоже Энигму собирают. Интересно. Мне очень интересно, что будет дальше он делать на эльфах. Ой, какие у него предметы ужасные. Хорошо фартануло чуваку на первом месте. Затащит мобов. Я что-то подумал, что сейчас не хватит ему мощи, чтобы затащить двойных мобов.
Ему надо ролить предметы будет по-любому. У него ужасные предметы под его охотников сейчас. before my army's might. Мгм. Never seen shamelessness take Дай хоть посмотреть. Дай посмотреть! О! О! Не надо. А вот Дезоль. А чё не Дезоль? Берсерк 5-го тира. О, 9 воинов. Ну, кстати, 9 воинов может его снести. На секундочку. Так, охотник, еще раз. Что там у охотника? Кираса. Вот если бы он взял дезолятор, под Кирасу было бы хорошо. I didn't smash your window. А зачем он яйцо продал? А ну давайте на воина глянем. Опа, Дум под контроль забрался. Опа, сейчас кому-то торба будет. А почему торба будет? Да потому что у ШД уже 5000 урона, мать его, за ногу. Да, не сломанный герой, не сломанный. Ни разу не сломанный. Угу. Битва эльфов. Парень даже предметы не ролит. Это вообще трэш. But I simply wish to be the wildfire that sweeps across this land. The last, brightest spark, even if it means burning myself to Ух ты, cinders. перчатка. У него и так чистый урон наносится. Это интересно. Перчатка. Я думал, он хотел какой-то другой предмет найти, но ему упала перчатка, и он такой, эй, ну ладно. Потому что это и так чистый урон. Хочу на Энигму еще посмотреть. Как же ему не хватает ШД для полного счастья на эльфах. Но для того, чтобы ему ШД найти, ему надо такой танец с бубнами устроить, что ну его в баню. Beauty destined to shatter Да, Спинзу не повезло. simply wish to be the wildfire that sweeps Охотнику across this тоже. land. The last, brightest spark, even if it Так, 3 means медальона burning уже myself имеется. to cinders. Хорошо. Ему нужен 4-й медальон в ШД. Вместо клевера условного. О, все, поменял перчатку, стал щит 5-го тира. Тоже неплохо. Так, Аск в топ-4 заходит пока что. Я удивлюсь, если Энигма реально зайдет в топ-3 хотя бы. Но из плюсов это то, что у этой Энигмы, во-первых, чистый урон, процентажный. Плюс под ШД это очень много урона, плюс у него взгляд АЗС еще сверху есть. Тоже прикольно выглядит. А вот и Дум сейчас, кстати, заткнет. Ой, хорош, все. Минус жрец. А ну-ка, ну-ка. Одолеешь жреца в этот раз? Ну, одолеешь, куда ты денешься, конечно. Конечно. Да. Домашний. Реально Энигма, походу, может зайти спокойно. Я хочу последить за Энигмой. Я думаю, за эльфов нет, ну, за эльфом нет смысла особого смотреть. Давайте последим за Энигмой. Да? Согласны?
Все молчат в чате. Да, что-то чатик у нас... Ну, первые 2 игры чатик разрывало. А вот 3-ю игру что-то чатик остыл немножко. Ребята, ну-ка давайте. Вы ж не груз. Как он их выжигает. Блин, ну это тема для ролика. Можно попробовать собрать Энигму. На Энигме никто особо не играет. Просто Энигма, ШД, 6 богов. Чисто под контент можно как-то будет собрать. Perhaps. But I simply wish to be the wildfire that sweeps across this land. traitor's The been right last, under my nose brightest this whole spark, time. even if it means burning myself to Ладно, не. Я хочу последить за Энигмой все-таки. Мне очень интересно на Энигму посмотреть. Что будет дальше. Ой, не туда, да? Йо. Ты это уже играл. Я у тебя подсмотрел и тоже так поиграл. Чел приятно удивил. Да, разбавил такую обстановку чисто на 6 богах плюс Энигма Керри. Нестандартно, но меня больше нестандартно удивляет то, что тут есть боги и жрецы. Это вообще нечто. Жрецы есть, они живы, ребята, жрецы живы. О, хорош, хорош. Обе хорошие реликвии тут есть. Гнездо и яйца. Рэмзи 28. Спасибо, спасибо. Похоже, мы что-то не знаем о настоящем мете. Что-то о высоком. Если он думал в 3 звезды соберет, то будет неплохо. О, хаотичный договор сюда. Да, ему бы предметы рольнуть какие-нибудь. Ну, просто поубирать пару лишних предметов. Было бы неплохо. Но тоже он может сейчас рольнуть предметы, а не может такого говна упасть, что на его баню. Так, Аск тоже играет через хаотичный договор. У него... Кираса. Ну, это дефолтный Аск. 3 игры на убийцах пойдет. Сочувствую на охотниках. Ладно, смотрим за Энигмой. Так, Аск пришел к нему. Смотрим, смотрим. Не туда Энигма кастанула. Ой, не туда кастанула Энигма. Не туда. Ой-ой. Ну вот, все, минус Энигма. Да. Аск, походу, его и выкинет. Ну так зомби со шмотками прекрасно. Если еще и шаманов нет. Ну, тут есть антимаг, есть Марси. Ну, как бы... Для антимага это просто сладкая булочка, которую он будет фармить от А до Я. Он просто такой, моя сладкая булочка с вишенкой. Марси, походу, надо найти. Кстати, походу, Марси сдохла. 1000 хп уже у Марси осталось, на секундочку. Не, Марси надо предметы ролить, потому что это уже никуда не годится. Сейчас он просто с одной плюхи схавает их всех. Но дума нету. Дума нету. Ничья. Марси надо предметы рольнуть. И Марси надо найти Думу. А, Дум есть. Он просто в 1 звезду. А я-то думаю, что за хрень? Антимаг, Дум, ШД в 3 звезды. ШД обалденно работает против зомбаря, потому что зомбарь весь отхил будет отдавать. У Аска, кстати, 5 винстрик. Камбэкает, камбэкает. А вот мне интересно, если он поставит зомбаря и сделает 6 богов, разве это не сильно? Двойные мобы, кстати. Не знаю, что Энигме надо еще за предметы, чтобы он хорошо себя чувствовал. Именно в такой сборке. Интересно, зомбаря этого схавает? Но вот этого должен схавать вроде. Потому что чем больше у них хп, тем больше урона дают, соответственно, по нему. Да, он его хавает. Еще и Дум прилетел.
Ух ты! Аск вынес эльфа. Ребятки, я уже Аска похоронил, а Аск дерется до конца. Хорош. Эльфу надо... О, наконец-то предмет рванул. Перчатка. Ну, рапиру нельзя брать рапиру, друг. Нельзя, надо ролить. Перчатка тоже хорошо, но у тебя отхила тогда не будет. Ой, оперный театр, какое ему дерьмо упало. Ребята, если что, я ему ничего не советовал ролить. Да, Хекс это, конечно, эпично. Хочу за Энигмой следить. Мне... Ой, Энигма хороший предмет сейчас. Вот эльф к нему, кстати, пришел. Ай, Хекс прилетел в Энигму сразу. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой, антимаг, отцепись. Ой, все, помянем. Вы это видели? Как он его схавал просто за наследие духа огня. И Аск вырывается потихонечку. Это вообще... Что происходит? Как Аск вообще вырвался из днища? Вообще непонятно. Ну ладно. А тут что-то по баталии. Тут вечная баталия двух зомбарей. Как перемотать? Да не могу я перемотать. Аск живой пример, шассины тащат. Я же говорю, ему очень повезло, то что ему 3 игры подряд упала реликвия Жезл Киры. Не упала бы ему реликвия Жезл Киры, Аск был бы примером того, как на усинах отлетать в топ-8. Как же не повезло Марсе с предметами. Хрень, не предмет ему упал. Ладно, я дальше хочу Энигму смотреть. Сейчас если... я надеюсь, Аск ему не попадется, и он просто спокойно поиграет на своей Энигме до конца. Пожалуйста, у него 18 хп, дай ему пожить. Аск, не приходи к нему. Так, это не Аск к нему пришел, хорошо. Давай, выжигай. Детка, выжигай. Детка, давай. Детка, жги. Дум вернулся. Хорош. А как он похилился? Можно узнать? А, наверное, из-за ШД похилился. Не, Марсу очень больно. Тупо не пов... Вот то, о чем я говорил. Тупо не повезло немного с предметами, и ты пальчики чмок-чмок. Конечно, счастлив за Энигму. Я жду, я верю в Энигму, ребята. Энигма для меня сейчас это фаворит. Я очень верю в Энигму. Я надеюсь, что Энигма сейчас все расскажет. Надо, чтобы Марси... Ну, у Марси просто говно предметы, объективно. Типа... Ему упал бесполезный Хекс, который в душе ему не нужен. Клинок тени смотрится неплохо. Очень их неплохо смотрится как раз. Ой-яй-яй, нет, нет, только не багровый клинок, только не арчит.
Он же сейчас Энигму просто распепелит, просто располовинит на 2 части. Ну, это сейчас трындец будет. Кольцо. Неплохо смотрится. Реально неплохо смотрится, но некуда засунуть. Его сейчас Син вынесет. Чисто из-за того, что арчит. Этот говёный арчит сейчас всю игру ему испортит. Арчит сейчас прилетает в Энигму и все, и помянем Энигму. Там тупо ваншот прилетит. Не понял, кого ты перекинул предметы? Показалось. 2 зомбаря дерутся. Да. Сочувствую я Марсе, сочувствую. Ну, типа, щит 5-го тира еще окей. Так, я ладно, я за Энигму хочу смотреть. Ну и в баню этих метовщиков. Давай! Энигма, тащи! Тащи, Энигма! Энигма, давай! Дум прилетел в этого, в зомбаря. Давай, Энигма, Энигма, я в тебя верю, как никогда в жизни не верил. Давай, Энигма. Жги! Жги его! Сожги дотла! Аск, кстати, выиграл эльфа. Я же говорю, у эльфа говёные предметы очень. Очень говёные предметы. Типа, вот пример того, как хорошо можно начать и как плохо можно закончить. Но он, кстати, в гритеров перестроился. Но все равно. Игра в півроку. Сильно гра змінилася. В следующем патче очень хорошо изменится игра. Там можно даже не заходить будет. Что там за битва? А, вечная битва зомбарей? Похоже на то. На самом деле, так тебе в 2 словах особо и не рассказать. Да, тут мета поменялась, нового героя ввели. Из-за того, что нового героя ввели, он сейчас сломан. А что по следующему патчу? Ну, пока не особо ясно. Там ведут новые реликвии, новые предметы. И там же есть пакт мертвецов. И этот пакт мертвецов, он прям жесткий, говорят. Скидывали короткий ролик, где чел с пакта мертвецов достал себе лича. Просто Энигму поменял на лича. Фигуры новые будут в next patch? Я думаю, да, будут. Нет, не бей Энигму! Дай пожить, пожалуйста. Пожить дай. Дай пожить ему, не бей, Аск, отвали от него. Ну ты мерзость, Аск, ну ты мерзость. Просто мерзавец. Don't even mention you. Even AlphaGo can't beat me. Your last words were open. Кстати, кто вдруг не знает, зомбарь не уменьшает хп гритером. Своей способности он не уменьшает хп гритером. Вот этой. То есть, видите, у Марси было 2800 и осталось 2800. Но это не помешало ему уничтожить Марси. Ему надо предметы ролить. У него говно предметы. Ужасные предметы. Вот криты ему надо брать. У него урона нет. Бери криты. Молнии, либо криты. Лучше криты бери. Бери криты. Но у тебя урона тупо нет же, друг. Вот на самом деле реально. Насколько игра нелогична даже так. Чел... Ладно, хрен с тобой. У тебя урона нет, ты берешь выживаемость. Окей. Хрен с тобой. Насколько игра нелогична. Чуваку 2 раза не повезло с предметами легендарными. И все. Да и молнии даже лучше бы смотрелись, чем сейчас бессмертие. Ну ладно. Окей. Чел просто медальонами обмазался. Вот. Вот мой истинный ученик. Ни одного медальона не скипнул за игру. Все медальоны собрал. Вот и, кстати, помянем, походу, да? Они... Вернул ваншот. Все сюда, Винстрик, давай. Ёперный театр. Ладно, забирай свои слова назад. Он просто его убил возвраткой. Опять игра на 40 раундов плюс. Да шо ж такое? Ребятки, давайте фатгейм.
Тут два говна... ну, тут два чувака просто на зомбарях дерутся. Да. Это просто, это трэш. Антимаг дос играется? Да, да, антимаг тоже самая имба. Если правильно его собрать под нового героя, тоже будет очень жестко. Вот это, я просто в шоке с их игры. Но чел, кстати, на 8 уровне собрал себе Лешего в 3 звезды. Ребят, на 8 уровне чел собрал себе Лешего в 3 звезды. Кстати, чел на гритерах отлично сейчас делает. Хороший мув. Он сейчас, если соберет себе еще Дизрича сверху, он будет спокойно закрывать двух вот этих зомбарей. Но что ему делать с убийцей, пока не особо понятно. Но объективно честно, у него такие предметы говёные были, что ну его в баню. Серьезно. Это китайцы, детка. Хочу посмотреть, как он на Марсе сейчас будет пробивать. Вот его, допустим. Вообще, по идее, должен легко пробивать. Антимаг присасывается. Не попадает, правда. Дум прилетел в зомбаря. Вот это печально. Еще раз Дум прилетел. Обалдеть, 2 раза подряд Дум прилетел в зомбаря. Помянем. Ну, урона, смотрите, насколько не хватает у Марси. Ой-ой-ой, пошел, отхил, пошел. А он не хилится. Я это сейчас я правильно увидел? Блин, надо пересмотреть будет. Там зомбарь вообще не хилился. Из-за того, что против него гритер. Опять игра на 40 плюс раундов. Жесть. Так, ребят, мы, наверное, сейчас эту игру доиграем, и я буду заканчивать стрим. Почему? Потому что у меня свет в 4:30 выключат, а мне нужно хотя бы еще покушать. Потому что если так еще одна будет игра на 40... Сколько? На 40 плюс раундов, это будет жестко. Кстати, ты не хочешь эльфов поставить там, типа? Дядь, поставь эльфов. Или ты не хочешь? А, он, наверное, не хочет ставить эльфов. Ну ладно. Черт с тобой. Каковы ставки? Кто кого вынесет? Нет, 4-я игра последняя. Мы просто можем не успеть. Тут, понимаешь, мне в 4:30 должны выключить, а могут в 4 выключить. Кстати, его мобы за... Жизненный момент. Жизненный момент. Ай-яй-яй. Ладно. Ой, как много у него предметов. А я даже не знаю, что ему и брать. Из 5-го тира ему особо и ничего не надо. Ну, может, с 4-го тира что-то... Хотя не, молнии 5-го тира ему нужны. Под посох 3-го тира. Вообще шикарно заходили. Ну ладно. А он не на эльфах играл. Он играл на грид... Ну, он играл на 3 эльфах. Это уже... Честно, вот эти вот предметы, которые сейчас у него есть, это ужасные предметы. О, тут все варианты, что сейчас Аск соберет себе нормального керри. Не Сларка. Стяжка сразу есть, хорошо. У Аска хорошие предметы. Реально шикарные предметы. Но он, по-моему, от щита... Он от щита 5-го тира умер. Ёперный театр. Ай-яй-яй. Какая боль. Какая боль.
Вот насколько Марсе не хватает урона, вы посмотрите. Он взял бессмертие, да, он им затащил там пару раундов, но насколько ему не хватает просто урона, ему нужны криты какие-то. Да, кстати, посмотрите, у него винстрик 6. Я только сейчас заметил, что у него 6 единиц винстрика. Смотрите. То есть 6 игр подряд он заходил в топ-3. Хорош, хорош. Аск все деньги сролил, но я не понимаю, кого он хочет собрать-то. Походу, эта игра будет... В это, скажите, до 50-го раунда, что ли? Давайте за этим посмотрим. Кого за кем? О, Энигма. За Энигмой! Смотрим за Энигмой. Не, там, по-моему, в топ-3, если заходишь, тебе вешают вот эту единичку сверху. Надо обратить внимание, но, по-моему, за топ-3. То есть топ-3, топ-2, топ-1 вешают тебе эту единичку. Ой, Дум прилетел. Блин, насколько же Марсе тупо не хватает урона. Это бред. Но, тем не менее, она медленно, но верно доколупывает его. Вот просто. Аск, кстати, отлетел. Отлетел от жреца. Потому что тут щит 5-го тира. Кираса, возвратка. Еще и думы собираются сверху. Ой-ой. Тут что-то интересное будет. Кстати, здесь же есть Зевс. Почему Триэлки не выйдет 10 уровень и просто не поставить себе 6 богов? Это же было бы жестко. Странно. Ничья еще по итогу у них. У Марсе тупо нет урона. Вот, серьезно. Он бы выиграл на своем Марсе, если бы у него был урон. У него урона нет. Но антимаг, кстати, приходит. Антимага он не апает, да? Да продай ты бабку эту хреновую и все. Ну, кстати, если он антимага соберет, то он даже без предметов сможет их хавать. А Аску надо хороший керри. Это либо рыжий лис, либо мартретка. Я даже за мартретку больше болею, потому что она будет 50% уклоняться от умений. Ну, 6 богов, чтобы предметы откатывались быстрее и способности быстрее еще откатывались. То есть, когда он езднет на 6 богах одну способность, то там сразу 50% КД срежется. Ой-ой. Боже, это такой трэш. Вот тебе вся игра на убийца. Вот, ребят, вся игра на убийца. Чел просто убил сам себя. О, тут Некар, кстати, хавает потихонечку. Хотя нет, тут Энигма хавает 6000 урона. Привет, а что за промокод какой-нибудь уже был? На 23 числа. Я в телеграм-канале писал, что 23 числа будут промокоды. Поэтому если подпишись на телегу, там будут промокоды. Промокоды вкусные, кстати, в этот раз. Пончики дают. Но ограниченное количество будет промокодов. Боже, да это же трындец. Ну, ребята, хватит устраивать здесь. Не знаю, насколько Рики полезный. Тут плотный чел. Да.
Марси тупо живет из-за того, что у него было очень много хп изначально. А какие призовые? Честно, я не смотрел, какие призовые. Ну, наверное, что-то в виде пончиков. Интересно, Гриттер в Т3 затащит? Да нет. Зачем он затащит этот Гриттер в Т3? Ну, он хрону поставит свою, даст много скорости атаки для убийц. Но у него и так со скоростью атаки нет проблем, насколько я вижу. Тут проблема в том, что он на своих убийцах сам себя уничтожает, понимаешь? Но он не может ничего сделать против зомбаря. У него... Он просто убивается об щит 5-го тира. Марси здесь живет, они тут вообще вечную баталию устраивает, а он убивается. Да, это будет битва легендарной. Но ШД в 3 звезды. О, так он сейчас ШД в 3 звезды соберет. Там урона миллиард будет. 15 тысяч хп, ничего себе. Ему просто на Марсе урона не... А, это не он. Вот он. А-а-а. 9 эльфов. Все, вот этих мобов он рвет. Аск, кстати, тоже должен вынести мобов. Получается, сейчас очень много предметов получит эльф. Снова. 39 хп у эльфа. Поехали. Не, ну должен заточить, должен. Все-таки рошанчики помогают. Ну, не рошанчики, а звери. Ну, тут Энигма схавал, а тут кто схавал? Ну, тут на убийцах он схавал. Тут тоже. Блин, они всех мобов забрали. Хорош. Скорее всего, играет до Рошана, может дотянуться, реально. Ему надо предметы на домах. Найди себе МКБ какой-то. Ну, ищи, надо ролить. Да какой Радик? Какой Радик? Кстати, выключает синергию, тоже хороший предмет. Кольцо, клинок. Кольцо у него есть, клинок такое. И вот ему Радик хорошо зайдет. О, все. Скорее всего, помянем сейчас всех. Но у него нету... блин. У него нету этого маски 5-го тира, это плохо. Но зато есть Гриттер в 3 звезды, есть Мортретка. Вот Мортретка сейчас будет разваливать. Я даже хочу посмотреть за ней. Ну давай. Бам-бам-бам. Возврат. Ёпи. Не, без маски 5-го тира ничего не произойдет. Да. Маска 5-го тира ей нужна. Он еще и синергию выключает. А, у него еще и маска 5-го тира. Ёпту. Все, Аск, скорее всего, отлетел в топ-4. Обидные топ-4 будут. Тут Энигма хавает, кстати. Боже, эта игра тупо на выносливость. Три Л мог бы давным-давно собрать себе 6 богов. Он бы собрал себе... А, не, подожди, где он? А, вот. Он мог бы собрать себе 6 богов. И тупо бы Марс, точнее не Марси, а с помощью Энигмы хавал бы их. Ну, предметы, кстати, у него шикарные. Хорош предметы. Тут тоже хорошие предметы. Бессмертие может не помочь такой Мортретке, понимаешь? Да, она, допустим, ну, отправит его один раз. Ну, один раз она себе ваншотнет, один раз она отправит чувака в нокаут. Но тут тоже есть Аегис. Тут есть. Тут есть. Причем... Так, походу мы реально Рошана сейчас увидим.
Давно я Рошана не видел. 3 раунда и Рошан. Мартретка, не ешь сама себя, пожалуйста. Не ешь. Живи. Живи. Живи, падла. Как же и без маски 5-го тира тяжело. Ваншот. Ёб твою медь. Это было чуть-чуть. Просто чуть-чуть. О, какая это говёная хрень, клянусь. А чё он не хилится? Ёп! Знаете, в чем прикол? Короче, в чем суть сейчас всего вот этого сыробора? Видите вот этот меч? Только что Гритер, вот этот чел на Гритере, вернул себе свою же очищающую сферу, выключил Гритеров, поэтому он сдох. Ему бы ведьмаков собрать на синах, чтобы быстрее сдыхать. Ну, вообще может попробовать. Ну, как по мне, мне кажется, это будет хрень. Он сам себя ваншотает, понимаете? Он об щит убивается. Может быть, если он ведьмаков соберет, то может быть. А если на Марсе кунфу собрать? На кунфу она может спокойно ваншотнуть их всех. Но тоже не факт. Почему не факт? Потому что так же само могут ваншотнуть и ее. Все ваншоты могут вернуться. Блин, не, без маски 5-го тира очень туго играется. Ну, она тупо себя ваншотает. Ну все. Об щит 5-го тира убивается, вот тебе и все... А тут чел себе синергию выключает и кайфует, сидит. Кстати, прикиньте, сколько сейчас прошло уже раундов, чел не смог себе ШД найти в 3 звезды. Он уже сейчас антимага себе соберет в 3 звезды, а ШД в 3 звезды не смог найти. Но вот, кстати, когда он соберет себе антимага в 3 звезды... У меня с типом одни ничейки были, по 1 хп оставалось, и крипы закончились на 50-х, на 50-кратных уровнях. Ну, 50 плюс раундов, все, мобов не будет. То есть 50-й раунд это последний. Вернее, щит может отразить эффект сферы. Да. Щит 5-го тира отражает эффект сферы и все. Щит 5-го тира может все отразить. Не, по факту, если он антимага соберет в 3 звезды, он может эту игру выиграть. 6. О, это интересно. Но это не работает на гритеров. Но это интересно он придумал. Я думаю, арку сейчас вообще очень обидно. Но ему маска 5-го тира надо. Если была бы маска 5-го тира, шансы были бы. Маски 5-го тира нет. Все. Это какой шанс? Если соберет антимага, то высокий шанс. Даже сейчас его... Да, все, походу, сейчас. О! Все, синергия пропала. Сейчас КД будет большое. Должен выносить. А, нет, не должен. Вот это вот, видите? Его тупо не пробивает. Но у него урона нет. У него урона нет, как я и сказал. Ему нужен предмет на урон. Ему нету урона, все, сосешь бибу. Обратка возвращает обратку? Да, такое есть. Ему нужна маска 5-го тира. Без маски 5-го тира он не выиграет. Но тут баталия вечная. Тут ему нужен антимаг. Он, по-моему, антимага собрал, да? Не. Антимага соберет в 3 звезды. Печалька будет. Если еще и посох 3-го тира упадет.
А какой шанс возвратки у щита? 25%. Вот и Рошанчик. Здорово, Рошанчик. Давно я тебя не видел. Сладкий ты мой. Больше, чем полгода я тебя не видел. А он, кстати, антимага и собирает. Хорош. Эльфов поставил. Хорош. Все, дальше мобов не будет. Это последний раунд. Я очень надеюсь, что Аск найдет себе маску 5 тира. Найдет маску 5 тира, у него шансы победить огромнейшие. Так же самое касается и Марси. Если он найдет себе антимага в 3 звезды, найдет для него 2 предмета, то есть если сейчас упадет ему посох 3 тира, то в 90% случаев он своим антимагом его тупо задушит. Ну и тоже ему ШД нужен. А ну-ка. Оп, 2 дракона появилось. Да, чел Энигмой и Некром справился. Намного быстрее, чем все остальные. Мастерская бума упала, прикиньте. Аску. Сейчас повезло. У него мастерская бума тут упала. Ай-яй-яй, нет, роли. Бессмертие тебе не надо. Ладно, хрен с тобой. Что тут у вам упало? Мастерская бума. Отлично. Ты предмет... Зачем ты предмет 3-го тира ищешь? Ты больной Ладно, хорошо, в принципе, окей. Жреца он, может быть, и навалит с предметом 3-го тира. Может быть, может быть. Убирай вот эту вот хрень. Отдавай эту хрень антимагу. И отдавай взгляд Азеса в Марсе. Не, может, я не знаю, может он сейчас таки затащит. Ой, ёп. Хорош, хорош. Миссы. Ой-ой. Мне нравится его сборка Некр. А тут 6 нежить. Я, кстати, хочу посмотреть, нежить работает на гритеров или нет. Нежить работает на гритеров. Окей. Минус хп есть. Ну, удачи попадать по нему. Ладно, Аск, как ты там? Ты живешь? Живет. Аск, давай! Жми! Дожимай! Дожимай его! Да ёп! Нет! Нет! Аск, живи! Хорош! Боже, какая-то хрень. Да, все, хп начало отниматься за ничью. I am the Eggman. High five, high five. High hoof. I'll exercise every last. Friendship is magic. Он, кстати, бабку хочет собрать в 3 звезды. Думает, бабка поможет. Но шансы есть, что бабка поможет. Антимаг. Ух ты. Да продай 2 думов уже. Антимаг 3 звезды. Да? Да, антимаг 3 звезды. My lord, are we playing the intercity strategy today? А... Все. Походу это все. Ой-ой-ой-ой-ой. 2 хп осталось, окей. Да думы есть, понимаешь? Есть у эльфа дум. Но вот нету у убийцы нету дума. Ну и у жрецов нету думов. Вот это тоже, кстати, странно. Да, у 2 человек нет дума. Это очень странно. Вот антимаг в 3 звезды. Все, предметы перекинуты. Антимаг сейчас, наверное, взорвет жрецов.
Ему один ШД нужен, прикиньте, один ШД ему нужен. 6. Чего? Что ты делаешь, дядя? Мантии короля нет, у тебя не будет оно так работать, дядя, нет. Он хрень делает. Он делает лютую хрень. Он сейчас помрет. Ладно, помянем его. Кстати, а кто кого тут вынес? Или тут ничья была? 3Л против китайца вынес его, получается, да? А ну. Посмотрим за антимагом сейчас. Вынесет жрец антимага или... Ой, ёп. А вынесет, походу, да. Все, помянем. Бам! Бам! Пим. Пим. Давай. Пим. Бык. Минус один жрец. Мантия короля когда-то была, которая передает активную синергию в одного героя. Ядрить, колотить. Вы знаете, как Аск только что зашел в топ-3? Знаете, как он зашел в топ-3? На лютом фарте он зашел в топ-3. Это... Это трындец. Аск зашел только что в топ-3 чисто из-за того, что чел на Марсе выкинул его намного раньше. И все. Тут не хватает одного ШД. Продай двух этих, найди ШД, попробуй. Почему нет уже? Ну... Гуляй, рука, балдей! Сами знаете. Он закрыл варлоков, чтобы дольше прожить. Так он мог двух поставить, 4 поставить и все. Антимаг, кстати, не имба. Мы это демонстрируем сейчас и видим. Точнее, демонстративно видим. Ни разу не имба, да? Давай, искусство это взрыв. Давай. Один раз пошел, второй раз давай. Давай, взрывай, взрывай уже. Ну пора, давай, уже пальцы подготовил, давай. А, у него ж точно, у него ж миссы. А я думаю, что он так долго живет? А у него миссы, оказывается. А МК... Ты триллионный гений на Марсе! Боже! Он его выиграл на последних секундах. Сейчас ничья будет. 4. И если это разработчики не пофиксят, это будет лютое дерьмо. 4 секунды до конца раунда. Он убивает его жреца. И по итогу засчитывается ничья. Что это за дерьмо? МКБ... О, наконец-то он МКБ отдал. Вы это видели? 4 секунды до конца. 4. Что происходит? А происходит то, что просто игра засчитывает ничью. Какой же это лютый кринж. Я надеюсь, что это разрабы увидят. Надеюсь. Все, давай, взрывай его пока, да. Все, теперь должна быть конечная, точно. А может, за счет чернокнижников он выжил достаточно долго? Продуманно. Ну, кстати, как вариант, может. Да. Ни разу не имбовая Марси. Ой, Марси. Антимаг. Ну, это очень жесткая игра была, очень жесткая. Просто 50 с хреном раундов. Обалдеть. Да, детка. Да. Ух, ребятки. Что я хочу сказать?
Был обалденный стрим. Обалденные были игры. Не забудьте поставить свой лайк. Обязательно не забудьте поставить свой лайк. Если не подписаны на мой телеграм, то подписываемся. Напомню, 23 числа будет финал. И на финале я буду писать промокоды. Промокоды будут ограниченное количество раз. Поэтому давайте, не стесняйтесь, заходите. Все будет в 12 часов по украинскому времени, по Киеву. Вот. Фух. Хорошие игры были, хорошие. Ну и, соответственно, подписывайтесь, ставьте лайки, все дела. Все. На этом будем заканчивать. Фух. Так, а что там у нас вообще по опроснику? Ну, глянем. Завершить опрос. 67 голосов. По итогу победили маги-драконы 43%. Но я напомню, что магов-драконов вообще почти не было. Инсеки 2 игры подряд были. Волшебники эльфы Марси. Ну да, тут они несколько раз были. Шаманы всего лишь тоже 1 раз были. Это было жестко. Ну это хороший стрим. Очень хороший. Так. Буду заканчивать. Еще раз всем огромное спасибо за стримчик. И всем